Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим воскресеньем мы с вами шумим. 5 октября, 8 вечера на часах. И, конечно, во всем по порядку, с чувством, с толком и с расстановкой, как говорится. Очень рад, что вы ставите лайки. Это просто потрясающе, что вы поддерживаете канал. И я искренне благодарен за все эти формы, формы поддержки. Вы и в супер стикерах и супер чатах гораздо. Вы, конечно, и в Телеграме поддерживаете. Вы просто бусинки, вы просто золото. Спасибо вам большое, что вы такая классная аудитория. Вот с этого прямо я хотел начать. Ну, а как всегда, начинаем мы с нашего традиционного и любимого игры в города. Значит, правила очень простые. Вы пишете, откуда вы в чате трансляции. Если смотрите в записи, пишите в комментариях и ставите лайк. Вот. Хорошая игра, правда? Как в нее выиграть? Да, просто поучаствовать. Главное же не победа, главное участие. Спасибо всем большое, что пишете. География просто сумасшедшая у нас, ровно как всегда. Челябинск с нами Москва, с нами Одесса на связи. Это просто здорово, что Ялта — город счастья, Газантип, Турин шумит. И Ялта шумит, и Италия, Рим, Минск, Петербург, Прага тут как тут приветствует всех. Также Куйбышев, привет из Румынии. Бреила. Значит, шумим в Паттайе, пьем тайский ром и смотрим Шелеста. Ох, как вам, наверное, там хорошо с тайским ромом и Шелестом. Алдан. С нами есть такой город. Приветствую вас из Душанбе. Привет из Питера. Спасибо большое. В Гродно шлю лучи добра в Томск, Петербург, Нью-Джерси, Норильск здесь и Мытищи на связи. Шумим из Ленинградской области. Кишинев смотрит и, конечно, Карловы Вары. Куда же без них? Омск с вами, Мюнхен. Привет из Ривного. Привет у Ривне. Сочи, привет. Спасибо большое. Херфорд шумит из Германии. Тюльган шумит. Туркменистан, Южное Бутово, Запорожье, Караганда. В общем, потрясающая география. Вот в рамках этой географии мы попробуем сегодня разобрать, наверное, ключевую тему и самую главную. Что произошло с Зеленским, представляете? Я не люблю вот этих так длинных разборов президентских, ну или как, околопрезидентских, в общем, первых лиц обращений, ежедневных разговоров с телефона, но сегодня мы прям остановимся. Конкретно я считаю, что сегодняшнее его обращение было историческое ввиду вот этих массированных ударов, которые пришлись по западу страны в частности. Да, не только по западу был массированный удар, но тем не менее. Запад прям как бы порвало, в эмоциональном смысле тоже. Так вот, зачем Зеленскому одностороннее перемирие в воздухе? Именно эту он идею озвучил, мол, давайте Америка, Европа, все вместе поднажмем на Путина, чтобы было одностороннее перемирие в воздухе, то есть запрет на воздушные удары. Подождите, только вчера-позавчера, блэкаут в Москве, все дела, а тут вот такая история. Ну, в общем, варианты. Он понял, что зимой крах. Хитрит ради Трампа и томагавков. Тоже такой своеобразный ход. Ну, то есть он пытается сказать, давайте перемирие, давайте поднажмем, а потом давайте томагавки. А чего? Так перемирие, никто стрелять не будет. Ну раз стрелять не будет, чтобы типа устойчивое было перемирие, вот таким вот бесхитростным образом опять, получается, цепляет крючок за Трампа и, ну, да, вот ведет свою политику. Заводы побили и фламинго улетели. Этот вариант для тех, кто, в принципе, здраво смотрит на статистику обстрелов, здраво смотрит на работу ПВО. Это вот для этих людей, которые понимают, что каждый подобный налет, который был, например, прошлой ночью, это существенное убытки, прежде всего, военной инфраструктуре. То есть нет конкретно мощностей тех, которые стабильные, прикрытые, что безопасно, там можно изготавливать дальнобойное смертоносное оружие, поэтому он это понял, и пока там в Европе все наладят за европейские деньги, вот давайте перемирие, давайте, вот сейчас. Ну, еще один вариант, он хочет выборы с наскока. И вариант интересный на самом деле, и мы сегодня тоже этого коснемся, потому что как-то так, знаете, воодушевились, оперились и как-то так вот все,
да, все, и всем хочется какого-то пиара, иногда такого даже дурного-дурного, как там Тищенко, Усик, но тем не менее, конкретные шаги, это конкретно кто-то советует с конкретной целевой аудиторией. В общем, голосуйте, мы в конце подведем итоги, очень интересно будет понять, что, к чему мы придем все вместе. Я просто всем напоминаю, что, ну, две вещи. Вещь первая, что QR-код, который видите постоянно на экране, возможность на экране написать, чего хотите, и канал поддержать. И, конечно, периодически будем обращаться к чату, вот как сейчас. Люди пишут, тут Харьков смотрит, Афины с вами, и Кремль тут даже. Максим пишет, что он с Кремля. Харьков, Альфа Центавра, Красногорск на связи. И вот эта вся география, ну, вот Салтовка, да, вот из Харькова много. Ну, Харьков, все, я понял, Харьков, Пума, спасибо вам большое, что вы так хотите, чтобы вот конкретно вас отметили. Ташкент и, конечно, Винница, Нью-Йорк, Ростов-на-Дону, Белгород, привет из Бухары. Вот этой всей географии давайте вот с Бердянском вместе, из Винницы тоже здрасте, вам тоже здрасте, привет с Орла. Вот этой географии давайте пробовать шуметь, потому что проект «Шум», он заточен исключительно на ваши комментарии. Да, именно заточен, потому что они острые, они резкие, они яркие, они вот такие, какие должны быть, и соответствуют духу времени и тому, что сегодня произошло. Ну, раз начали мы все-таки с ударов по Украине, сегодня, собственно, точнее ночью прошлой, да, был очень серьезный налет на разные объекты, в том числе инфраструктуры, в том числе, скажем так, пришелся удар по Львову, околицам Львова и по западу. Статистика этих ударов у нас как всегда, да, то есть вот 5 число по состоянию на 14:00, это когда уже все спокойно, в выходной день посчитали обломки и так далее. Нам выдали, что 549 целей было, значит, сбито или подавлено 478. Ну, то есть, в принципе, приличная статистика, все хорошо, представляете? И 439 беспилотников, и 32 крылатые ракеты Х-101, и Искандер сбили, и 6 калибров, и даже 1 кинжал поразили. Вот такое мощное ПВО, но вся страна горела. Буквально вся страна горела. И уж коли начинаем со Львова, то, в общем-то, вот один из этих обломков, да, следствие работы ПВО в одном из жилищных комплексов рядышком. Вот такая дура прилетела, ее даже взяли и, собственно, использовали как еще одну точку, где можно прицепить вот эту заградительную ленту. Конечно, всех поразил обстрел очень интересного предприятия под Львовом. Это индустриальный парк. Вроде как строили его за польские деньги, там поляки вкладывались. В общем, что это такое? Это, вот как мы все прекрасно помним, советские промзоны. Они огромные. Но у нас же сейчас что? У нас не советское, у нас капитализм. Поэтому это все дело перепахали, переполовинили и вставили своего ума. Выбирают, ну, в общем, порезали на металлолом все, что можно порезать на металлолом, что нельзя продали, что можно перекупили. В общем, капитализм же. И теперь выбирают такую площадку, где-то рядом с городом, за городом, подводят канализацию, свет, мощности и называют это индустриальный парк. Тема, в принципе, хорошая, но абсолютно ничем не отличающаяся от того, что, грубо говоря, делали при советской власти, когда выделяли прям одну большую промышленную зону. Только смысл этого парка, что как бы строят цеха, строят разного рода мощности, там, погрузки, разгрузки и, в общем, приглашают туда разных производственников. И вот сегодня этот индустриальный парк горел, и его поразили. Причем, судя по всему, и ракетами, и дронами, потому что обломки гераний тоже находили рядом. Вот так это все выглядело, конечно, жуткое зрелище. Да, ой-ой-ой, конечно. Красивый, абсолютно классный проект, на котором пиарилась вся львовская власть. Сегодня попал под удар. Вот такая еще фотография, да, очень красноречиво. Обязательно флаг Европейского Союза рядышком, обязательно просто. И, Александр, приветствую, расскажи, пожалуйста, как дела у Карасева, почему не записываете передачи и почему из эфиров пропал легист.
Расскажем обязательно в финальной части программы, когда будут, собственно, ну, ответы на вопросы. Спасибо, кстати, за поддержку. Так вот, индустриальный парк Sparrow, его действительно, ну, как на нем только не пиарились. Вот смотрите, далеко, Львов, самый запад. В принципе, особо по Львову и не били. Это не Киев, который перманентно под ударами. Это не какие-то там, не знаю, мощности логистические где-то около Днепра. Это Львов. И туда, в принципе, очень хорошенько вкладывались денежки, чьи и европейские в том числе. И вот вместе с этими европейскими инвесторами отгрохали вот этот, скажем так, объект, отмыли, завели туда предпринимателей и очень бодро говорили, как хорошо это для экономики, которая рушится, загнивает, и теперь условный запад Украины, и Львов в частности, достаточно мощный промышленный город при советской власти, в общем-то, возрождает свою промышленную мощь. Смотрите, вот, показывают всем вот такие станки, вот это вот сэндвичи, ну, имеется в виду, ну, для окон, да, вот эти там пластиковые рамы делают, все аплодируют, приехал мэр Садовой. Минулого року тут було поле. Сьогодні ви бачите дуже круте виробництво, і загалом на цій території буде 150 тисяч метрів квадратних виробничих площ. Це близько 3,5 тисяч робочих місць. То есть, смотрите, тут параллельно с этим запустили вот эту вот отраженку, да, то есть было поле, смотрите, было поле, и сейчас тут куча рабочих мест, вот это вот мощь, вот смотрите, вот так это выглядит сверху, вот так это выглядит сбоку, вот такие там предприятия. Мэр говорит, потому что это там доля коммунальная, мэрская доля в этом объекте. Цього року там 30 тисяч метрів квадратних, 500 працівників, і це з кожним днем все більше і більше. Тиждень-два і вже ми будемо випускати якісні сэндвич-панелі, яка буде продаватися наразі тільки на Україні. Але якість має бути краще, ніж європейська, тому я би хотів, щоб люди на це звернули увагу. Значит, обратите внимание, как это, помните, евроремонты, евроокна, еврозаборы. Качество будет лучше европейского, мы вот очень хотим. Вообще, конечно, вот так вот, если подумать, да, с точки зрения производственников, людей, которые бизнесом занимаются, это достаточно, ну, мощное производство. Знаходимося в місці, яке є результатом спільної роботи міста, держави, законодавчих ініціатив, які втілені в закони, і приватного бізнесу, який повірив і вірить в Україну і розвиває додану вартість і додану цінність саме в наших прекрасних індустріальних парках. На сьогодні в нас 105 індустріальних парків в країні. Ще 30 прямо зараз проходять реєстрацію, ми маємо там в найближчі декілька місяців мати вже готовий результат. Значит, 105 парков по стране, вот такого рода. Еще 30 проходит регистрацию. Можно, в принципе, сразу координаты сбросить, и все будет понятно. Под этим роликом на Ютубе у Садового, да, который разместила его пресс-служба, ну, надо же как-то пиарить работу мэра. Тут же, смотрите, и депутаты, и все там, и начальники приехали. Смотрите, как классно. Государство, местная власть, все поддерживают. Рабочие места, заводы, склады. Мощный какой объект. Его показали со всех сторон. Але дуже приємно бувати саме на комунальних індустріальних парках, які обирають круті управляючі компанії, які знають, як завести інвестора, як йому допомогти, як створити відповідні умови. Очень круто создать условия и все остальное. На самом деле, то, что он говорит, если без не ерничать, это действительно очень важная история. Потому что промышленность в упадке, и нужно, чтобы хоть что-то производилось на этой территории, куда-то отправлялось. Вот эти сэндвич-панели, человек рассказывает, стекла, окна. Это ведь вторая ритуальная служба. То есть я показывал в шуме, как там перепевают песни, у них вообще дела идут в гору, венки эти пластиковые, там, могилы рыть, гробы на любой вкус и цвет. Так вот, окна, это тоже, да, это тоже золотая жила сейчас, потому что вылетают окна, потому что, в общем, последствия обстрела жуткие, и, ну, нужно их менять. Остекление и так далее, там какие-то каркасы, это прям
золотая жила современности. И вот они, собственно, показывают нам, что, мол, окна там только делали, а объем на самом деле огромный. Там есть прям отдельный заезд, отдельная инфраструктура, конкретно там, где офисы поставить. Все там очень мощный объект, и это только фрагмент этого ролика. Он на самом деле длинный, большой, прям целая программа. Можно действительно окунуться и так посмотреть, и думаешь, елки-палки, вот это круто. И что там, не было военного производства никакого? Ну, нам, конечно, отвечают «да». Так а Садовой зачем навел ракеты на этот объект? Потому что ролик свежий, ему там буквально всего ничего. И люди в комментариях в Ютубе просто разрывают Садового и говорят, его надо садить. Садить за то, что он навел. И сколько таких подобных случаев, когда то Келлога привезли, то какого-то, не знаю, там, шведа привезли, то датчанина на какие-то предприятия, посмотрели, показали, проходит пару дней, удар, бах, нету этого предприятия, нет его. Разломали, разворотили, потому что там походили вот эти вот товарищи с камерами для того, чтобы попиариться. Но с другой стороны, на чем еще пиариться? На беде уже не получается. Вот тот же самый Садовой, уже совершенно с другим выражением лица, описывает о последствиях прильотів по Львову. Сьогодні поговорили з людьми, тому що дуже багато хвилею повибивало вікон, повибивало дверей. Також школа пошкоджена. Ми зараз знаходимося на території садочку. Ну, діти завтра в садочок не підуть, тому що Ну, понятно, что дети в садочек-то пойдут, конечно. Вот видите, как его там садочек, люди, окна. В общем, удар только по гражданской... Складывается впечатление, что вот по людям просто били. Не по технопарку, где производство, промышленные линии, конвейеры, ангары большие, куда заводится оборудование, и там что-то производится. бачите, навіть дерево зрізало от цією заразою. Вирва тут є. Ну, дуже багато біди. Церква також пошкоджена. Зараз комунальники працюють, все це поправляють. Зачем он держит в руках этот обломок? Вот этой заразой, говорит, посечено. Он взял в руки обломок и показывает. Смотрите, ситуация действительно, ну, ужас. Да? Церковь разбила, поворачивала окна, все. Я не могу понять мэра, который, значит, распилил денежек на вот этом технопарке, засветил его, потому что нужно же как-то отчитываться, да, и презентовал это все под камеры с конкретной там локацией, там все можно угадать, все можно вычислить, но он берет в руки осколок, да, то ли от герани, то ли от снаряда, или ракета это прилетела, в общем, берет и как бы осколок ему придает уверенности, или как не уверенности, трагизма. Я помню, когда Порошенко на какой-то, где-то он выступал, сейчас вылетело где, ну, наверное, ООН, да, что-то с ООН связано, да, он приволок дверь, ну, или там кусок железяки из-под Волновахи, из-под автобуса. Там был обстрел, и, в общем, там погибли люди возле Волновахи, тогда еще, там, во время, ну, вот, войны, да, с 14 по 22 в этот период. То есть он привел и показывал. Это как бы ему придает уверенности. А это вот ему придает, смотрите, трагедия, боль, ужас, кошмар. Тетки заметают стекло, он держит в руках осколок. Беда просто. И вот посмотришь на него, какой честный человек. Какой честный, ничего не слил. Все честно делает для громади, для себя, для власті. Будемо сьогодні в першій годині мати комісію по надзвичайних ситуаціях. Зразу запустимо систему, щоб люди, в кого повилітали вікна, могли отримати по 12 тисяч гривень, в кого двері 8 тисяч гривень. Ну і саме страшне, то що є трагічні смерті. В Лапаївці загинуло 4 людини. Значит, смерть, да, там девочку показали, которая, семья погибла, да, и, в общем, понятно, что вот, держа осколок, говорите, там, самое страшное, погибли люди, значит, 12 тысяч гривен мы выделим. Как выделят? Ну, его же фирмы, да, которые, наверное, не в этом уже парке, а в других местах производят окна, они просто со счета горсовета перечислят по этим суммам, там, на дверь, на... и не будут делать. То есть нормально все, бизнес крутится. Бизнес его конкретный получается. Ще двоє знаходяться в нас в лікарні в Луки, стан достатньо важкий. Були перебої з електропостачанням, зараз ситуація вже виправляється. Громадський транспорт не їздив, тому що, ну, що ви розуміли, 5 годин тривала ця тривога. Зараз вже всі поступово виходять на маршрути. Біди дуже багато. Власне, після першої години вже буде приблизна оцінка. Це я зараз говорю про цивільні об'єкти, садочок, школа, церква, житлові будинки. Ну і зараз ще поїду на Спаров, там біда дуже велика. Там найбільший індустріальний парк, який просто весь вигорає.
Да, и он весь выгорает. Ну, там спасли, конечно, какие-то квадратные метры. Ну, в общем, вот так, понимаете? И вот посмотришь в эти честные глаза, как вроде и не было этой всей презентации, как вроде вот война для них это подпитка. Война для них это чтоб маховичок крутился, денежки шли. Мы выделим из бюджета, мы тут перелопатим, конечно, мы заботимся о людях, а о ком нам заботиться. То есть никто не говорит о том, что надо заканчивать войну, всем, как бы всем все нормально. Но удары по Западной Украине, они имеют еще, кроме абсолютно военного предметного смысла, то есть опять непонятно, да, это ракета сбила ПВО, обломки упали, или ракета ПВО, то есть мы даже сейчас не берем вот этот как бы разлет. Статистика огромная, удар массовейший был. Но тем не менее, да, то есть есть ущерб капитальный для бизнеса, для города, и они живут на этом ущербе, прикрываясь страшными и ужасными трагедиями, гибелью и так далее. То есть обязательно нужно сказать про гибель. Но удар по этой именно части страны, он еще немного все-таки отрезвляет. Отрезвляет и, как ни крути, подталкивает общественное мнение к тому, что пора как бы немножко что-то менять, задумываться и давайте как-то немножко трезветь. А то мы сильно в безопасности. Вот это вот браты Капрановы. Ну, один из них умер, из этих братьев Капрановых. Вот, осталось два брата-близнеца, они книжки там детские пишут и так далее. В общем, такие, оторви и выкинь, на самом деле. Очень заряженные, очень какие-то такие вот, прям вот такие туголобые, упертые в своем, скажем так, позиционировании себя, Украины, патриотизма. В общем, пишет это один из братьев, оставшихся в живых. Львов переживает навалу русскоговорящих. Ну, русскоязычных. Первое. Второе. Львов становится целью ударов российских ракет. И дальше. Это фантастика. Говорит, это факты, пишет. А связь между ними можете поискать сами. А? То есть, не было бы русскоговорящих, не было бы ударов. Ну, то есть, какая связь здесь? Вот чем больше русскоязычных из остальной Украины перебирается туда, арендует в технопарке какие-то площади. Ну, я не знаю, там, ну, вот каким-то образом пытается крутиться, покупает какие-то старые там помещения, производства, бизнесы, магазины, что-нибудь. И туда летят ракеты. Что делать? Не пускать, получается, русскоязычных, чтобы русские ракеты не летели? Такой вывод. Короче, почему я показываю этот смачное испражнение чужого сознания, вот этого Капранова, потому что ему в комментариях просто разорвали все, что можно разорвать. Его там просто и так, и сяк, и наперекосяк, и в разных, скажем так, вербальных позах, потому что он несет бред. Связать удар по западу страны с тем, что туда приезжают русскоговорящие из другой части страны, это нужно быть очень талантливым литератором. Прям очень талантливым. Но этот удар вскрывает не только идеологическую подноготную. И, ну, понятно, что в тяжелые времена дурь всякого видна. Этот удар еще и имеет место традиционное для Украины, ну, очень и очень скудное информирование о конкретных перспективах. Вот буквально там вчера, да, вот если так брать, позавчера, ну, в общем, прошлый удар, да, были поражены объекты под Полтавой, газодобычи. Удары мощные, о них даже Зеленский в обращении сказал, и все, конечно, обсуждают о том, что тут зима впереди, а тут уже газ, в общем-то, они будут качать. А так вот сегодня, после ракетного обстрела в Львовской области, загорелось одно из газовых хранилищ, областная прокуратура сообщает. На территории Львовой области зафиксирован ряд попаданий по промышленным энергетическим объектам, повреждены производственные складские помещения, гаражи, станция техобслуживания, а также объекты энергетической инфраструктуры. Отдельное возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области. Это сообщение прокуратуры.
Мы не понимаем масштаба, мы не понимаем урона, но все-таки, как и всегда, как обычные люди, да, граждане, у которых есть власть, которая там во время войны нам как рассказывает, она должна собирать все больше и больше сил, внимания, в общем, на нее должен быть упор, а не там отсекать все лишнее. То есть нельзя говорить о том, что там концлагерь, границы закрыты, ТЦКшники издеваются, спецслужбы там сажают за лайк или то, что позвонил родным на оккупированную территорию. Это вот все мы должны не замечать. Ради чего? Ради того, чтобы государство функционировало. А оно, похоже, дает сбои и не функционирует. Потому что если действительно будут добиты, а это удар шел прицельный или нет, или так получилось, опять же, у нас нет информации по газовым хранилищам, то все то, что они качали на зиму, и как рапортовали бодро о том, что вот, мы там зиму выстоим, все нормально, 80% потребностей уже закачано, еще качаем. Это будет пшик, и это будет мертвые многоэтажные города, это будут буржуйки, вот эти торчащие из многоквартирных домов, это будет кошмар, это будет апокалипсис, если удары продолжатся и будут поражать вот эту чувствительную часть инфраструктуры. Я не говорю о том, что вот эти подстанции возле Запорожской атомной электростанции, да, которые там невозможно починить, стали таким поводом для Путина сказать, что власть в Киеве, вы же понимаете, что у вас точно такие же есть станции, и там точно такие же подстанции, и, в общем, их тоже можно вывести из строя, и будет еще ни тепла, ни света, и вот вам и как бы и коллапс. И кажется, что эта стена коллапса, которая надвигается, немножко начинает, начинает развеиваться туман над мозгами власти, конкретно Зеленского, и они немножко начинают осознавать, а что будет этой зимой, если она еще и холодная будет. Но об уроне, об ущербе говорить нельзя, потому что это военная тайна. Иначе, если всем сейчас сказать, какой ущерб, вот прям взять и сказать, то все просто поймут, что не то, что надо заканчивать было вчера-позавчера, вообще просто надо гнать их веником обгаженным и вообще никогда не подпускать на километр к каким-то стульям, а то еще и посадить, как этого садового, который навел на индустриальный парк, как вот этих людей, которые докерувались, доуправлялись. Статистику не дают, но она же где-то есть, и кто-то же ее знает. А людям дают, вот такие слезливые истории. Котенка спасли в Курской области. А де ви його знайшли? Вот это вот я понимаю. Музыку жалостливую. Вот, котенка, смотрите, берут ему, в ротик ему, водичкой, спасатели. Вот это вот. Вот что должен, как говорится, хавать people. А то, что какой беды реально натворили, какой ущерб реально экономике, энергетике и всем остальным сопутствующим, скажем, отраслям, бизнесу, в конце концов, который и так в этой воюющей стране, где у руля какие-то, шизофреники, он пытается как-то что-то заработать, какую-то работу людям дать, да, на тех территориях, которые далеко от фронта. И это тоже ущерб и урон капитальный, который, не восстановить уже в эпицентре логистический центр или какую-то другую историю там, да, то есть не восстановить. Можно одну подстанцию из сети выкинуть, переподключить на другую, которая еще целая, и как-то так можно вернуть хоть куда-то свет, но эту производственную линию ты уже не восстановишь, это потери, это надо заново покупать, это все время, это деньги, и бизнес скажет, да пошли вы, слушайте. Сколько людей реально могут обанкротиться, потерять работу и так далее. Это все надо останавливать. Может, пришел этот момент осознания. Удар действительно был тяжелый, но не только по западной Украине, а били также еще и по восточной. Вот атакован Славянск, город ближнего тыла. Тот, который не уступит, не отдаст Зеленский ни в каких форматах обмена территории.
Ну, то есть, вот удар непосредственно пришелся в дом, что там было ниже, какие павильоны, что срисовали, какая цель, сказать сложно, но вот это атаковано фабами конкретно, пускай не вот такими большими, ну, какими-то 250, да, атакован фабом. Ось подивіться, це верхній поверх. Сюди влучила російська керована авіабомба. Ось зараз як все це виглядає. Спробуємо пройти. Квартири немає. Плити завалились. Ну ось так. І просто небо. Ну, собственно, вот война уже в Славянске. Вот он, диванчик был какой-то с любовью купленный, видите, все, ударили, разбили. Нет больше ни квартиры, ни диванчика. Почему это не останавливать? О каких воздушных перемириях идет речь? Почему не останавливать? Может ждать, пока полностью территория вымрет? Сейчас идет очень активная отработка последние дни Черниговской области. Сегодняшний очередной прилет по инфраструктурному объекту. Говорят, по заправке, ну там, в общем, загорелись резервуары. Это мы делаем вывод исключительно из того, что пожарные сняли для своего отчета видео, да, а также не говорят, потому что можно тогда легко просчитать ущерб, можно тогда четко понять, что достигли или не достигли целей российские ВКС, которые конкретно эту цель избрали. Ну, понятно, молодцы пожарные, конечно, действительно, у них тяжелый труд, действительно, они нужны, делают благое дело, ликвидируют вот эти все вещи, по ним тоже прилетает неоднократно, но это же горят миллионы гривен, это конкретный ущерб, это конкретный урон, который идет каждый раз, каждый обстрел. Статистику ПВО вы видели. И всякие инсинуации о том, что вот, бьют исключительно по конкретным мирным, и на войну это никак не влияет, разве что психологическое запугивание. Нет, это не совсем психологическое запугивание. Вот вчера, например, да, все обсуждали удары по шостке. Тяжелейший удар, понятно, там подвижной состав с локомотивами, беда у Укрзалезницы. И это понятно почему. Но эти же локомотивы перевозят и военные, в том числе, грузы. Вот показывают нам Радио Свобода о том, что удар по ЖД вокзалу в Шостке пришелся, вот смотрите, ужас, кошмар. Вот он, зашитый сеткой Ось над локомотив. нами, ось. Якщо що, ми побачимо, подивимо. Это вот очередной дрон, очередная герань летит в Шостке, но нам же демонстрируют картину апокалипсиса, чтобы Урсула фон дер Ляйен у себя в сети написала, какие ужасные кадры. А вот кадры с российской стороны от объективного контроля, которые они, собственно, сопровождали свой удар по этому локомотиву, по этому поезду. Значит, вот он, этот локомотив, да, все видят, что один вагон это пассажирский, а два других контейнеры, грузовые вагоны. Что внутри, непонятно. Ну и вот пришелся удар по голове, то есть конкретно, чтобы вот между вагоном и локомотивом вот таким вот образом все и произошло. Многие уже, собственно, видели вот эти в интернете фотографии, фотоотчеты, там номер этого локомотива, что этот локомотив возил грузы военные, что потом его перецепляли. Смотрите, ситуация достаточно плачевная. Я у себя в телеграм-канале опубликовал, писали мне в рубрику «Колобок, куда мы катимся» на предложку люди, которые работают в Укрзалезнице. Они боятся
они боятся говорить, они боятся увольняться, хотя хотят, да, многие хотят, потому что, условно, там, ты начальник поезда, но от тебя не зависит, какой к тебе вагон, там, прицепят, какой и куда. И действительно, ну, никуда не... В общем, вагон такой тайный, секретный, никто туда никакого доступа не имеет, и все. И что ты там сделаешь? То есть есть факт о том, что маскируют какие-то вещи. Это жуткая трагедия. Безусловно, на войне по-другому никак. Но нужно четко отдавать себе отчет, а сколько это может еще продолжаться. От того, что обшили 1, 5, 20, 25 вот этих локомотивов, их, ну как, не перестали выбивать. Может, где-то там легче будет, если какой-то дрон залетит. Но по большому счету сейчас четко взялись за железнодорожную инфраструктуру как кровеносную систему этой войны. Зеленский публикует сегодня обращение, на котором я хочу отдельно остановиться, потому что это историческое обращение. Сейчас поймете почему. Шановні українці і українки, триває ліквідація наслідків російського удару по Україні. Це масований удар, росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. Значит, с выражением лица видно, что полный швах. Видно, что он жутко озабочен. Вот прям с первых кадров видно, что прям беда-беда. Россияне не хотят, скажем так, скрывать своих целей. Эти цели озвучены на Валдае, в том числе Путиным. Вот прям озвучены. Зеленский тоже не скрывает своих целей. Будем бить по НПЗ, будем бить там по, теперь тоже ТЭЦ, как в Белгороде, будем бить по каким-то другим объектам, по заправкам, по, в общем, нефтянке, везде будем бить. Абсолютна більшість мішеней цивільні об'єкти, звичайно, інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади з цивільними товарами. Також це наша логістика. Логістика на залізниці – те, що забезпечує нормальне життя громад і економіку. Значит, удар по экономике. Нам сейчас как бы это все выставляют как удар по... Я смеялся, ну, вообще-то не смешно было. Во Львове, когда попали в этот индустриальный парк, там люди закупоривали окна, потому что очень долго это все дымело, непонятно вообще, что там горело, потому что ужас. Да? Ну, понятно, там пластика куча разного рода, скажем так, вещей. Но я смеялся, когда прочитал новость. Горят сигареты. Ну, то есть, видимо, какой-то там табачный цех или что-то еще. Горят сигареты, понимаете? И поэтому такой дым. Сигареты у них горят в индустриальном парке. Поэтому, конечно, видите, все удары по гражданской инфраструктуре, военного ничего нет. А хочется спросить, а где же военная? Наверное, где-то в чистом поле или в лесу, в пещерах, в каких-то тоннелях. Наверное, там все военное. Пошкоджені також десятки звичайних житлових будинків. На жаль, є жертви від цього удару. На Львівщині загинуло 4 людини, серед них 1 дитина. У Запорізькій області 1 загиблий. Мої співчуття. Не, давай без співчуттів, давай заканчивать войну. В смысле співчуття? То есть нам нарисовали в статистике этих ударов, хотя паблики мониторинговые писали ночью, что их было больше, ну, целей, да, и ожидается больше, и ракет, то есть 500 дронов, 50 ракет, 500 дронов, в общем, массированный удар. Но нам сосчитали 500, ну, вы видели, 500 с чем-то. 500 с чем-то целей, и 5 человек погибло. Рідним, близьким. Станом на зараз відомо про 18 поранених, усім надається допомога. Всього було 53 ракети, в тому числі аеробалістичні та кілька хвиль ударних дронів. Всього майже було 500 ударних дронів. Із них близько 250 – це шахеди. Значну частину вдалося збити, але, на жаль, не всі. Майже 40 ракет різних типів, майже 450 безпілотників збили. На жаль, немає достойної сильної реакції світу на все те, що відбувається. Вот. И вот тут мы узнаем Зеленского не в гневе, а в отчаянии. Нет реакции мира на то, что происходит. Это обращение историческое, потому что возникает главный вопрос, а какой реакции ты хочешь? Тебе сказали, воюй, иди на Москву,
Ты буквально вот вместе с Генштабом, несколько дней назад он лично говорил, что если блокаут в Киеве, то будет блокаут в Москве. Генштаб выходит, говорит, будем искать силы, средства, возможности, чтобы погасить Москву. Ну так давай, гаси, фламинго, все. Нет, он говорит, дайте томагавки, дайте там то, дайте. А реакции мира нет. Как нет? Урсула написала, что в шостке ужасные кадры. Реакция есть. Но это не та реакция, которую хочет Зеленський. В этом проблема. На постійне збільшення масштабу і наглості ударів. І саме тому Путін це робить, він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну, чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. Актерище. Актерище. Смотрите, как с надрывом. Ох, прям за живое цепляют эмоции. І саме зараз, перед зимою, газову інфраструктуру, генерацію і передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо Ноль реальной реакции мира. Ноль. Zero. Весь мир сейчас прикован к Ближнему Востоку. Мы там немножко эту тему зацепим. Там Хамас согласился с планом Трампа. Там немножко не так. В Шарм-эль-Шейхе сейчас переговоры. Прибыла уже делегация Хамас туда. Они организовывают египетскую историю. Трамп выходит, там делает ряд заявлений. Рубио выходит. Вот сейчас этому все посвящено. Ноль реакции на Україну. боротися, щоб світ все ж таки не мовчав, щоб Росія відчула відповідь. Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це в тому числі і компоненти, які постачаються в Росію. І досі із країн Заходу, із різних країн поруч з Росією, зараз на 4-му році повномасштабної війни вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Короче, Запад, вот изуиты, они поставляют там компоненты. Моторчики, перемычечки, микросхемы, чипики. Все идет в Россию. Все идет в Россию. 4-й год войны. Ничего, никакие поставки, санкции вот эти все, да, там сейчас мы уничтожим нефтяной сектор. Ну, Макрон может высадить свой спецназ на танкер. А чип в шахет, или там в герань, или там в ракету, или еще куда-то идет. Более того, тут же вообще сегодня просто у всех помешательство. Написали в прессе прям открыто, что использованы были для удара по Львову китайские спутники, представляете? Как так? Китайские спутники. То есть Украина использует спутники западные для наведения по российским целям. Это ок. То есть там Старлинки это за демократию. А тут россияне использовали китайский спутник. И так классно попали. Так это что, не Садовой навел? Не Садовой китайский спутник навел? Тільки в одній російській ракеті «Кінжал» міститься 96 компонентів іноземного виробництва. Багато з них справді критичні компоненти, які саме Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували у ніч на сьогодні, це більше 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників Вода вот это. Это же претензия Западу. Это же укор. Это что? Это вот Запад, да, должен посмотреть и сказать: ёлки-палки, как нам стыдно. Как нам стыдно. Или что он? Или он должен посмотреть и сказать: слушайте, ну, если вы такие, как бы, идиоты, не можете завершить войну, так и что нам не зарабатывать? Вот мы сейчас наклепаем микросхем, наклепаем всего на свете, отправим вам, болезным, воюйте. Причем и туда, и обратно. О китайских компонентах, микросхемах и вообще в принципе дронах, которые получает Украина, мы не скажем. Мы скажем о китайских спутниках. компаній Сполучених Штатів Америки, із Китаю, з Тайваню, Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів. По-моему, все против Украины. Все прямо ополчились. Одна
бедная несчастная Украина противостоит вот этим всем странам. А деньги в Украине откуда? Может быть, из тех стран, которые он только что перечислил? зокрема, схеми на кілька країн. Все це треба припиняти. На наступному тижні запланована зустріч санкційних координаторів «Сімки», групи «Семи», і всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є. Значит, группа семи, семерка. Семерка, у которой 6 стран из 7, у них госдолг к ВВП превышает 100%. Немцы там немножко подтягиваются, там балансируют на грани, а у всех уже, они все уже залезли вперед. Это будет ужас, разрыв экономики. Вот на эту семерку и координаторов санкций он надеется. У партнерів є. Матеріали надані, потрібні рішення. Ми готуємо наші нові санкції проти тих, хто працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час. В областях, всюди, де це потрібно, працюють ремонтні бригади. О, а сейчас будет очень интересно. И это, собственно, кроме всего прочего, у Зеленского, кроме вот этого, да, знаете, вот эти торг, принятие, да, вот эти все психологические гнев, да, вот эти все чувства, они друг за другом идут. Похоже, что-то перевернулось. Похоже, он начал о чем-то подозревать. Працюють наші енергетики, наші комунальні служби залучені. Я хочу подякувати рятувальникам ДСНС, Національній поліції, які залучені. Важливо, щоб бізнеси також допомагають. Це потрібно, щоб громади, щоб вся держава були підтримані нашими підприємцями. Вже провів наради сьогодні з прем'єр-міністром України, з керівником НАК «Нафтогазу», з усіма, хто потрібен, щоб допомогти людям, щоб прискорити відновлювальні роботи. Я доручив бути в регіонах, перевірити, що реально потрібно громадам, та перевірити правдивість кожного звіту з областей. Я Как? В смысле? Шел 4-й год войны. Он предлагает проверить правдивость. Он начал что-то подозревать. Он прочитал только что в самом начале этого обращения, исторического, потому что от мира ноль реакции, все послали Зеленского подальше. Есть программы, вот вам, пожалуйста, в клювике, давайте, мы сами хотим отмывать деньги, на дронах в том числе и везде. Мы, да, сами хотим. А ему еще и снизу информацию липовую суют о том, что реально куда попали, это важно. Он не знает, куда попали. Ему врут. И он должен сейчас отправлять ревизоров в регионы, чтобы они посмотрели реально, а что вообще, что происходит. Он же рассчитывает миллиард деревьев посадить, он же рассчитывает миллиард дронов выпустить. Фламинго, Фламиндич, где ракета Фламиндич? А в регионах не пойми, что происходит. Бардак, но он главный. очікую доповіді по кожному регіону, по кожній громаді. По каждой громаде, это имеется в виду общине, это имеется в виду, это там 3-5, ну, в зависимости от крупности сел. То есть он сыпется все, сыпется, ситуация вот как песок сквозь пальцы. Он ждет от каждого села условно, да, или группы сел, от каждого региона, от райончика, ждет, ну, отчет. А куда попали? А что нужно? А как вообще? Он понимает, что ему врут, он понимает, что его поместили в такую капсулу, теплую ванну налили, и смотрит, а все рушится. Как же рушится? Все же должно быть потужно. Значит, врут. Я хочу подякувати всім, хто захищає Україну, хто захищає наших людей. Дякую кожному у світі, хто з Україною, хто захищає життя насправді, а не просто намірами. Это тоже очень интересная история. Значит, тех, кто защищает жизни на самом деле, а не только намерениями. То есть, судя по всему, денег не дадут. Судя по всему, дадут не денег, а дадут так. Судя по всему, Зеленского кидают. І сьогодні ж в Україні відзначається День працівників освіти. Традиційно напередодні, в п'ятницю, ми всі вітаємо наших вчителів, і ми дякуємо їм, безумовно. І сьогодні теж, і цього ніколи не може бути забагато нашої вдячності усім українським вчителям, всім викладачам, всім
в нашій державі, хто працює, щоб школи працювали, працювали університети, щоб наші українські діти, попри все, попри всі ці удари, попри всі російські знущання, отримували шанс на нормальне життя, на хороше майбутнє. Нет, шанс на нормальную жизнь и хорошее будущее можно получить, если пойти договориться. Ну, то есть конкретно сделать какие-то шаги, тогда будет нормально. Нормальное будущее, тогда будут... Они сегодня... Ну, ладно, хватит этого Зеленского. В общем, они сегодня что предприняли? Он Свириденко, почему вспомнил? Свириденко сообщила. Ну, это же абсолютно советский подход. Они все смеются там над Россией, что вот там постсовок. А идентично. Значит, к празднику все учителя, которые работают в прифронтовых зонах, будут получать 4000 гривен к зарплате. Надбавка. Почему? Потому что ты учитель там где-то рядом с фронтом. Нет, идея хорошая. Идея там, наверное, правильная. И, ну, понятно, что надо поддерживать учителей. Им же и так в следующем году зарплату существенно повысят. И вот сейчас будут надбавки вот эти платить по 4000 гривен за то. А может сделать так, чтобы не было вот этого фронта? Может, нужно как-то вот все остановить? По поводу воздушного перемирия, это он писал у себя. Ну, это же изначально опять вот эта комбинация. Опять вот эти наперстки, которые он гоняет. Вообще то, что он гоняет наперстки, заметили уже многие. Даже у Бигуса, которого его самого мобилизовали, ну, якобы, да, вот все, я ушел, я пошел в армию служить, вот я там тогда служил, где мое УБД, я вам показывал этого Бигуса. А журналисты его там на канале остались, и почему-то очень интересные мысли их начали посещать, когда Бигуса самого забрали. Подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, ваш близький друг, з яким ви дружите близько 10 років. Пан Єрмак не є моїм кумом. Пан Єрмак є моєю довіреною особою. Я йому довіряю. Є така Значит, смотрите, сидит, слушает, у него там куча экранов, и решили у Бигуса исследовать Зеленского. Представляете? Анализы взять. Такое выражение, я его очень люблю, чтобы украинцы трішечки заплыли жирком. Вспомнили, да, вот это вот, до выборов. Украинцы жирком, чтоб заплыли. А потом будем обезжиривать. Що стосується бідності, непросто. Непросто. Вот смотрите, про жирок, а потом бедность, непросто. Как-то вот меняется Зеленский, у Бигуса заметили. Все залежить від мене. Громадяни втомились від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків дерибанів. Можливостей відкатів, можливостей відкатів, можливостей відкатів, катів. За 6 років президентства Володимира Зеленського ми почули від нього, думаю, не помилюсь нулями, тисячі різних заяв і обіцянок. З лютого 22-го президент взагалі перейшов ледь не щоденний формат, цитати з якого миттєво розходяться по величині. Ангелина Капитула решила исследовать, и целый эфир посвятили, в общем, заявлениям Зеленского. Чесні сітці телеграм-каналів повторюються раз за разом на марафоні і цитуються новинними сайтами. Часто це правильні мотивуючі слова, не менш часто популістичні і порожні, іноді прямо протилежні реальності. Да вы что? Часто слова Зеленского реальности противоречат. Как это вы можете на 4-й год войны в воюющей стране это говорить? Вы что? Капитула? Капитула! У тебя фамилия почти как капитуляция. Нельзя так? Ты что? Как это? Зеленский врет? Да ладно. Дивлячись і слухаючи все це, я частіше і частіше ловила себе на думці, що сьогоднішня комунікація президента, ну як мінімум з українцями, за своєю формою це чисто великий брат. Зеленський в телевізорі, Зеленський в моніторі, Зеленський в екрані смартфона. Сам. Але ж так було геть не завжди. Точніше, раніше було геть не так. І в мене виникла ідея відмотати все хоча б на 4-5 років назад і переслухати, а що такого і як саме заявляв Зеленський, наприклад, у 2020-му. Знаєте, це був вражаючий експеримент. Тоді я повернулася ще на пару років і послухала, що говорив зеленський кандидат. Далі почала переглядати його заяви за першу половину 22-го, 23-й, 24-й І ось, ви тепер дивитеся цей ефір. Бо зібравши масив слів, обіцянок, заяв, планів і пропозицій, я ніби перенеслася в культовий спліт. О, вот он. В культовый сплит она перенеслась.
Це там, де головний герой одночасно втримує в собі 2 десятки різних особистостей. Так, ми всі змінюємося з часом, особливо в останні 3,5 роки. Але Володимира Олександровича це, схоже, зачепило найбільше. Повертаючись до великого брата, мені все більше здається, що президент поволі у своїй риториці і своїх діях стає збірним образом тих, на боротьбі з якими він і переміг на виборах. Собирательный образ тех, на борьбе с которыми он победил на выборах. Капитула. Это капитуляция. Это ж надо вот это вот закрутить. Представляете, что заметили? Он сам стал тем, с кем он боролся. Санкции на тебя, Капитула. Ты что такие мысли? Вот это крамола. І це помітно навіть без якогось спеціального аналізу. Достатньо просто сісти і передивитися сотні виступів Володимира Олександровича за останні роки. Але це я вже трохи забігаю наперед. Отже, ми вирішили освіжити нашу колективну політичну пам'ять і проаналізували метаморфозу обіцянок Зеленського, починаючи з фактичного старту президентської кампанії і закінчуючи версією «Гарант 2025». Подивилися, якими були ці обіцянки, як вони не виконувалися або забувалися, які події впливали на їх дотримання, як саме і за яких умов Зеленський в принципі щось комусь заявляв, та як від цього змінювалися рейтинги президента. Щоб не перетворити це на багатогодинну розповідь, я сфокусувалася на кількох чітких і важливих напрямках. Ну, давайте. В общем, эфир большой у нее, да. Ну, то есть это мы просто как отмечаем эту тенденцию. Но направление это, правда, интересно. Смотрите. Отже, обіцяні посадки в корупційних та інших резонансних справах. Посадки. Нету посадок. Дальше. Більше ніякого кумівства у призначеннях на посади. Кумовство есть. О кумовьях Ермака сегодня тоже поговорим. Дрібніші, але символічні заяви на кшталт «хочу позбутись кортежів». І, звісно, бачення Зеленського щодо того, як завершити війну з Росією. Короче, везде врет Зеленский. Везде 20 человек как бы вселились в одного. Везде так. Ровно так же, как и ну вот у нас в начале там 22-й, 23-й год. Некоторые, кстати, и живут на этом сейчас и дальше. Так же, как разбирали Путина, помните? Организовывались за деньги USAID, организовывались за массовые вот эти все, скажем так, вливания из Запада в том числе, фонды Сороса, разного рода. Все анализировали Путина. О том, какой он там, фильмы, и до сих пор продолжают это делать, там, фильмы, там, как там, вилами папа маме Путина выколол глаз, или там дедушка бабушки, вот эти все рассказы, мемуаристика, Путин сказал то, а это неправда. Вот сейчас этому разбору, вот такому, критическому, абсолютно из неожиданных мест подвергается Зеленский. Вот именно подвергается. Связано ли это с выборами, связано ли это с тем, что с цепи спустят вот этих псов, НАБУ, там, коррупционеров, и они будут набрасываться и рвать окружение и самого Зеленского, пока непонятно. Но, судя по всему, этот маркер о Бигусе, ушедшим вдруг в армию, слинявшим, потому что в армии, какой бы то ни было армии, ты как в тюрьме, безопасности. Ну, относительно идет война, поэтому может, конечно, прилететь, но я не думаю, что, в общем-то, эти люди, они вот прям на передке, прям вот на передке с автоматом в окопе. Нет, они просто в армии, они в этой структуре. Армия, которая их может защитить каким-то образом. Вот как Шабунина пыталась защитить армию, ну там раскрутили, что он ухилянт. Козловский, который сегодня выступал в киевском торговом центре «Республика», который служил 11 дней в ВСУ. 11 дней. Конкретно. Все четко выписано у него есть. А ходил вояка и смотрел там, правда, по каким-то пустым окопам, снимал рилсы и сторис для себя. То есть армия, имеется в виду, дает определенный зонтик. Для чего? Для того, чтобы, когда будут рвать и метать, не зацепило. Конкретно персону, конкретно человека. Хотя об этом тоже немножко позже, цепляет. Но тем не менее, раньше все так говорили о Путине, а сейчас как-то о Путине по-другому говорят. Вот Путин на Валдае надсмехается над очередными шоу с дронами в Европе. Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете? Не буду больше. Да, не надо больше, Больше не пожалуйста. буду.
Вот. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? На эти самые, Да там, везде долетают. Да, в Лиссабон, и куда они летают? Ну, Лиссабон, конечно, передернуло от страха. Так, глаз задергался лиссабонский. Ну, потом, конечно, он продолжил говорить, если серьезно и так далее. Вообще с этими дронами сделали прям настоящую такую дронодемию. Все на дроны. Сейчас Генштаб даже сообщает, что вот мы в Дании сбивали датские дроны, учили их вот эти дроны-перехватчики выставлять и так далее. А когда начались, ну, скажем так, более-менее разбирательства в том, а что это за НЛО летают над Европой, и сегодня тоже были сообщения, как-то вот в Германии задержали немцев, да, там в Дании еще кого-то задержали, датчан, которые запускали эти дроны. Но МИД неугомонен украинский вышел и сказал, значит так, это агенты ГРУ российского, агенты ФСБ, это они, ну, наверное, через телеграм-каналы, наверное, так же, как и, ну, варианты заработка, да, вот это вот, скажем так, подставляют их, и уже европейцев вербуют, чтобы те брали дроны и делали шухер. Сегодня вообще в Вильнюсе перекрывали аэропорт, знаете почему? Потому что воздушные шары летели большие. И все такие, что за воздушные шары? Это ж надо, воздушный шар, аэропорт давайте закроем. А мало ли это там, что они там перевозят? Может это оружие какое-то, да? Вот эти аэростаты или как там, зонды? Не. Из Беларуси в воздушных шарах, на воздушных шарах на территорию прибалтийских республик отправляют сигареты. Контрабандным образом. Обычная контрабанда. Контрабасик. Потому что в Европе сигареты дорогие, в Беларуси они дешевле. Они вот так запустили 2-3 шара. Люди на той стороне получили. Все. Ветер, наверное, подул, залетело не туда, и поэтому, в общем-то, переполошились. Точно так же и с этими дронами. Они сами создают вот эту истерику ради того, чтобы денежки выделять, ради того, чтобы народ мобилизовать. И Украина здесь пытается не отстать. Сейчас Украина напоминает, ну, власть имеется в виду, элита, вот это вот стратегирование напоминает вот эту бегущую за паровозом, отставшую там от поезда, скажем так, барышню, у которой ломается каблук, но она все равно бежит и пытается зацепиться и впрыгнуть на полустанке впрыгнуть в этот, так сказать, вагон, потому что очень торопится пиарным образом Киев отыграть на этой истории, потому что понимает, если сейчас ну, отступить, если сейчас не поймать этот момент, то денег не дадут. Что не включат украинцев в эту программу по обучению, разработке. А как же? Мы же на передовой. Денег не дадут. Вот что Путин отвечает по поводу томагавков. Да? Тема, которая будоражила всю неделю уходящую. Дадут томагавки или не дадут? Как же будут бить по Москве или не будут? Здравствуйте, Владимир Ильич. Можно нас поздно, вот еще чуть-чуть помучаем? Почти ночь, и тем не менее Путин согласился. Можно еще 1,5 вопроса для нашей программы, если есть? Ну, значит, смотрите, это, понятно, штатный проект Москва-Кремль Путин, это вхожий, там и в квартире этот журналист был, он постоянно сопровождает Путина и делают вот эти материалы, и это вот после Валдая. После Валдая, где он часами выступал, говорил без умолку, сначала речь произнес, а потом вот это вот на панели вместе там с ведущим и вопросы от аудитории. То есть реально это он вышел после многочасовой этой истории и сделал заявление, которого сегодня, ну, как бы все как бы опять говорят, вот стервец, что это было. Вы сегодня послали очень много сигналов миру. Президенту США достаточно позитивные сигналы в целом, европейским лидерам разные, и позитивные, и острые. Вот есть надежда, что кто-то из них вас услышит? Я же просто честно, откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам. Ну, это уже дело моих коллег, как на это отреагировать. Я говорю вот искренне и по-честному, как есть, как было на самом деле, и как я хотел бы видеть развитие ситуации. Ну, а там уже это зависит от позиции тех людей, о которых так или иначе сегодня говорили.
Кому-то что-то понравится, кому-то нет. А у меня не было цели, я никогда не ставлю такой цели, что-то сделать приятное. Я просто говорю, как есть. Ну вот сейчас вы говорили об президенте Соединенных Штатов. Ну там были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем. Ну, речь идет, если коротко, о томагавках, да? То есть Путин отвечает Трампу на томагавки. Ну, то есть, да, эту тему имеется в виду, что, которая сейчас обсуждает. Тем высокой точности это томагавки и так далее. Ну, я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Ну, так что я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня. Значит, наметившиеся тенденции к улучшению отношений разрушатся. Трамп сегодня делает интересное заявление. Его спрашивают, а как вы отнесетесь к Путину, который предложил на год продлить вот этот ДСНВ договор наступательных вооружений, да, дальнобойных систем, ядерный, да, договор, вот этот действительно важный. И тот очень коротко ответил, это хорошая идея. Трамп сейчас весь в Ближнем Востоке. Но сигнал считан, сигнал отправлен. Хорошая идея. Эту историю с наступательными вооружениями, с стратегическим договором получается продать, обменять на политические выгоды, но не публично, а кулуарно. И это не об Украине, это не о томагавках, это действительно другая тема на более высоком уровне, высокого порядка. И, конечно, в Вашингтоне услышали Путина о том, что это разрушит отношения, которые сейчас начали налаживаться. А этого не хотят в Вашингтоне. У них другие планы, другие цели и абсолютно другое стратегирование, несмотря на публичную вот эту риторику и украинцев, которые подсуживают Зеленского, который в отчаянии говорит, тут такая атака, а мир не отреагировал, санкции. То есть претензии Запада к Западу у Зеленского, да, претензии, он зол на Запад. А Путин говорит, поставите, это значит, это от вас будет, это будет ваше решение. Да, мы, значит, разрушим наши отношения. То есть сейчас мы видим очень серьезную разницу, да, в том, как, с каких позиций говорит вот условно Зеленский и говорит вот сейчас Путин. То есть Зеленский, вы там чипы, микросхемы поставляете, вы виноваты вообще во всем. Он как бы высказывает претензии в сторону Запада. И как отвечает Путин. То есть абсолютно разница колоссальная сейчас. И в отношениях тоже. В отношениях к Украине, в отношениях к России. И тех же там западных, как принято называть, цивилизованных странах. Но тема томагавков доходит, конечно, до какого-то... На этой неделе дошла до какого-то абсолютного пика идиотизма. Значит, есть такой политолог Шейтельман. Он учился в Москве, он был тоже у меня на каналах. На канале у меня тоже с ним интервью делали периодически. У него нет украинского паспорта, но он как бы живет в Киеве, да. Путешествует, ездит. У него вроде как паспорт Израиля. Внутреннюю политику он не комментирует. Он проблемы там с бусиками совсем на свете, это не его. А вот там какой Путин плохой, или, например, как Россия развалится, или какие там, это он с радостью. Вот он к Влащенко пришел, и что выдает по поводу томагавков? И он понимает, что самое яркое, что сейчас можно сделать в этой войне, это ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Поэтому у него такие желания, он про это говорил с Зеленским об этом, и поэтому он хочет поставить томагавки, чтобы ударить, потому что он спросил, что нужно для Москвы и Петербурга. Томагавки нужны. Трамп хочет ударить по Москве и Петербургу томагавками. Он об этом с Зеленским говорил. Все нормально. Вот прям вот Трамп хочет сделать именно так. Почему? Выключить Белгород – это не ярко. Вот Трамп все время мыслит масштабно. Он же никогда не говорит там, я сейчас построю казино где-нибудь там в штате Юта, да, в Солт-Лейк-Сити. Не-не-не, я в Нью-Йорке построю. Я вот в Нью-Йорке, там, во Флориде, то есть там, где все это будет громко. В Манхэттене, да. Да, самое дорогое здание на Манхэттене. И он понимает точно так же, что и бить надо не по
извините, пусть даже военному объекту здания Минобороны там где-нибудь по штабу в Ростове. Ой, ребята, это, конечно, в Ростове. Ну, не, просто надо по Москве. Потому что Трамп что? Потужный. Генеральный штаб российской армии, Москва, Кремль, понятно. Какие-то мосты Санкт-Петербурга или Москва, через Москва-реку или через Неву. Вот это громко, красиво, ярко. Если блэкаут, то Москвы, 10-миллионного города, чтобы метро остановилось, причем чтобы на всю зиму, да, вот это. На всю зиму остановилось метро. Такой нужен удар. Вот это вот да, вот это Трамп уважает, вот это Трамп понимает. Будет все понятный месседж. Трамп только так мыслит, мне кажется. Поэтому ему все эти там километры туда, километры сюда не важны. А вот давайте ударим вот так. Я думаю, что они готовят нас к такому удару. Значит, нас готовят к удару по Москве, так, чтобы метро зиму не работало. Вы понимаете, насколько... Нет, это как обложки Гордона, да, там все там у вас решено. Будет удар, и Трампу надо сделать ярко, красиво. А людей не учат, а потом что? Ну, а что потом? Путин заплачет после удара по Москве, яркого, по энергетике и блэкаута в Москве, заплачет, уйдет с конституционной территории Украины, еще и Кубань в нагрузку отдаст, да, и Курчину вот эту всех отдаст. Лукашенко с собой заберет, да, в Беларуси можно поменять все на свете. Тихановский пускай приезжает, правит. То есть и все отступит и уйдет. Вот, наверное, так думают. Или там в Грузии вот сейчас, да, там выборы, грузинская мечта говорит, что, в общем, 80% победили, есть ряд несогласных, спонсируемых там Соросом, они пытались захватить вчера, ну, тоже жгли российские флаги, пытались захватить президентский дворец, причем там интересно, со стороны, там, допустим, президента, это говорилось, подождите, это специальная провокация, то есть вот эта Зурабишвили, которая была, она гражданка, да, Франции, по-моему, она гражданка, Америки, да, гражданка Америки, она говорит, это специально, это нанятые провокаторы, чтобы о нас плохо подумали, на самом деле нет, водометы применяли, сейчас там опять центральную площадь перекрыли, то есть, и что? Грузинская мечта расплакалась и уходит? Нет. Нет, они говорят, будем бороться, конечно. Протест, выходи, протестуй. Начинаешь там рыпаться, захватывать здания, ну вот водометы, вот органы. То есть вот так это работает. То есть ударили томагавками по Москве. Ну, хорошо. Ядерная доктрина, кнопка и так далее. Попробуйте тогда отговорить Россию, чтобы она не стреляла ядерным оружием. Потому что имеет право. Полное. Вы скажете, и по Курскому вопросу тоже имели право стрелять? Да, имели, ну тогда не стреляли. Но вот этот яркий удар, он же требует яркого продолжения ответа. Хладнокровного и такого же яркого. По Украине ли, по Европе ли, по самой же Америке. Это все прекрасно понимают у Трампа, которые говорят, что о, хорошая идея по договору о наступательных вооружениях продлить на год. То есть Трамп, который говорит, мы продлеваем на год вот этот договор, хочет ударить по Москве и сделать там блэкаут, потому что это ярко. Вот это Шейтельман-мания, понимаете, вот это вот, скажем так, терапия больных украинских душ заводит вообще в глухой угол. То есть нам не просто вот, люди пишут, они возмущаются в комментариях, говорят, там врут, это не вранье, это терапия. Это, скажем так, больного, обколотого пропагандистскими ресурсами человека пытаются вот таким вот образом... Нет, смотрите, Трамп, Белгород, там вот эти все, это не то. Надо вот ярко. И сиди и жди, когда будет ярко. А мы потом марку можем выпустить с горящим Кремлем или портрет у Зеленского в офисе поставить, повесить. Потому что ярко. Вот сегодня, например, очень яркий ролик разошелся по всем телеграм-каналам, вроде как Clash Report, там первоисточник, и вроде как это правда, а не сгенерировано нейросетью. Черт, этих хрюканье вдалеке. Значит, российский солдат под Купянском в трубе говорит, слышу какие-то хрюканья вдалеке. Что за...
Вот так вот. А к нему дикая свинья прибежала. Ой, какое веселье! Ой, как всем стало ярко, как всем стало прям неимоверно, эмоции все испытали. Представляете, русскому, или как там, русаку зашли с тыла. И вот это вот побежали. Причем все так, ну, до конца правда-неправда, но вроде как правдивый ролик, так сообщают, по крайней мере, да. Хотя есть там моменты, где можно усомниться, но тем не менее. Мол, смотрите, даже наши украинские кабаны против россиян. И это вроде как потужно и всех вот мотивирует. Задача Шейтельмана, кабана, который забежал в трубу, всех мотивировать. Мотивировать на что? Продолжать. Это как у лошади. Шоры. Вот шоры, чтоб не отвлекались, чтоб нигде там взрывы какие-то, что-то где-то какие-то, чтобы она видела вот только это шоры информационные. По поводу этого кабана тут один только нюанс, и что нужно, и интересно, напишите в комментариях там, да, как вы вообще восприняли, какие эмоции по поводу этого кабана были сегодня, которые распространили. Никто вообще о природе не думает, о живом мире, да? То есть о том, а как они... Этот кабан в условиях этой войны забежал в эту трубу, чтобы спастись. Чтобы спастись. Сейчас птички вьют гнезда из оптоволоконных лесок. Ну, вот этих проводочков. Кабаны эти все, дикие животные, они, ну там же, ты же не убежишь, ты погибнешь. И погибают. Под ударами, снарядами. В этом серебрянском лесничестве, я просто так на всякий случай хочу кому-то сказать, да, что вот серебрянское лесничество, все смотрят картинки сверху, как там палки одни, да, вот эти сосны обгоревшие стоят, ну, как вот этот вот, как ёрш, да, или как, я не знаю, ну, вот этот вот какой-то, не знаю, какой-то конструкция, да, вроде как абсолютно неживая, там жили птицы, звери, там было живое что-то. Сейчас там полностью все выгоревшее. И животные спасаются. И поэтому хрюканье, которое мог услышать в трубе российский солдат, оно тоже как бы, да, не просто так. Это все нужно останавливать не только ради человека, а ради живого. Потому что ничего живого на войне не остается. И потери катастрофические в этом смысле тоже. Но у нас говорят нет. Полная победа. Вперед. И очень редко встретишь трезво мыслящих людей, которые были на передовой, которые видели не только смерти своих там солдат, побратимов, противника, да, не только вот эти смерти видели, а которые видели вообще, что война делает со средой обитания. И они как-то по-другому к этим потужным вещам относятся. И призывам, вот сейчас давайте газу дадим в войне. Я змучився, або вони стали дуже сильні, ну, порівняно там з 2 місяцями назад. Активно всі кажуть повний газ, там, до повної перемоги. Мені цікаво просто, що має бути повна перемога. Крим, 91-й рік, Ростов, Пітер, Москва, там, знищення президента ворожої країни. Що в кожного повний газ? Коли це було, ну, то якщо у нас ми йдемо, збираємося на повний газ, тоді чого ми до сих пор, кажу, втрачаємо територію, не повертаємо. Ми, якщо я не помиляюсь, за крайній час, ну, зараз не говорю за хлопців, які воюють на Харківщині, але в глобальності не повернули ніякого міста. Смотрите, то есть это абсолютный переворот сознания. Эти мнения не популярны. Вот классное же мнение, да, классно же, лайки набирает, наверное, просмотры, да, то есть, что Трамп хочет ударить по Москве. Блэкаут. Классно же вот эти вот вещи, которые перечисляет этот Кирилл Верес, да, комбат. Он говорит, а что победа? Подождите, Ростов захватить? Что, куда идти? Москву захватить, как Ющенко говорил, да? То есть, что такое победа? Вернуть границы 91 года? Что такое? Мы не вернули села. Села не вернули. Плюс-минус населенного пункта какого-то большого. Война другая. Человек этот при своем, ну, скажем, своей простоте, да, он знает свое дело. Воевать. И он смотрит, и он трезво на это смотрит. Он говорит, подождите. Мы же слышим, что Россия не захватила ни одного областного центра. Все, Россия проиграла эту войну. Нам так говорит Келлог, например, да? Или там западная пресса пишет. Почему Украина побеждает?
Хорошо, так а мы можем задать простой вопрос. А что плюс-минус значимого Украина вернула за последние... Ничего. Кто-то говорит, а сколько там Россия захватила тех территорий? Дипстейт рисует вот эти столбцы, вот эти. Сколько там тех территорий они захватили? Да, вообще. Так, а вы можете назвать за последние годы территории, которые военным образом, в общем, отвоевались, да, вот в такого типа войне, или вообще в принципе в войне, что, например, одна страна воюет с другой страной, и она у них там больше территорий, чем сейчас Россия отвоевала у Украины, забрала. Можете такое назвать? Нет. Потому что или пострелялись, или вот как с Газой вот это вот все перманентное, или в Африке вот это, там границы в принципе прочерчены. Они просто воюют как за сферу влияния, они не за вот эти квадратные метры. Поэтому квадратный метр это не оценка там, победы, поражения. Вот вообще Верес говорит, да какие границы 91-го года, мы проиграем. Якого, якщо не помиляюсь, з великого населеного пункту ми швидко не повернули. Але наших земель ми не повернули, які не одокупували ми зараз здебільшого нічого. Так що і питаюсь повний газ. Тобто за 3 роки повномасштабної війни ми тільки просрали. То хто сказав, що на наступні 3 місяці ми все заберемо? То есть, если мы профукали, прокакали, то почему мы в ближайшие 3 месяца должны что-то вернуть назад? Військовим шляхом я цього, мабуть, не бачу. Ну це особисто я багато чого зараз не бачу. От я кажу, моє бачення з топовими командирами трошки зараз, я не говорю там про верхнє керівництво країни. Я зараз топові командири, це командири, які сидять на землі, командири бригад, командири батальйонів. От моє бачення з їхніми трошки розходиться. Можливо, ну це, мабуть, і нормально, в них своє бачення, в мене своє бачення. Конечно, это нормально, это демократия называется. И вот 1000 раз оправдываясь, он попытался нам сказать правильные мысли. То есть правильно, ну скажем так, настроить мозг не на шейтельманов, а на то, что происходит на земле. Потому что он с позиции человека, который на земле смотрит, как это все воюется, как это отвоевывается, у кого какое преимущество, где в чем сильнее, где в чем слабее. В конце концов, ну, то есть мы же должны, ну, как бы вот, осознавать реальность. Во временном отрезке каком-то, или без временного, в принципе, в целом, понимая, да, что такое, вот, когда прилетел КАП в дом в Славянске. Ну, вот что это такое? Технопарк во Львове. Это Украина выигрывает, да? Это вот сейчас, это означает, что вот сейчас Украина пойдет и Крым заберет, Москву будет атаковать, на Ростов пойдет. Нет! Это вранье для того, чтобы настроение поднялось, для того, чтобы шоры не отошли и не видно было там, что происходит на самом деле. На этой неделе ключевой показатель того, что происходит на самом деле вот в этих верхних эшелонах, с которыми ВРС может не согласиться по поводу этой войны, высказала Вовану и Лексусу Саманта Пауэлл. Саманта Пауэр, которая USAID заведовала во времена Байдена и деньги выделяла в Украину. Во время войны мы ежемесячно перечисляли $1,5 миллиарда прямо в казну Украины просто наличными средствами. Было то, что было. Это было из-за дефицита. Теперь эти деньги поступают, когда предоставляется отчетность. На заседании Конгресса нам пришлось создать все эти гарантии. Конгресс, в конце концов, никак не хотел платить пенсии. Это было, по сути, дополнением к налоговым поступлениям, потому что налоговые поступления резко упали из-за сокращения объема экономики. Не поймите меня неправильно. Я имею в виду мой аргумент о том, что Путин может выиграть эту войну, не сделав ни одного выстрела. Мы убедили достаточное количество республиканцев в том, что это правда, что мы получили деньги. Но когда Трамп, потребовалось давление со стороны исполнительной власти. И как только Трамп пришел и потребовал сокращений, вместо того, чтобы поддерживать такие инвестиции, эти деньги исчезли. Но это так же важно, как инвестировать в НПО. Да, это также важно, как пойти в НКО, в НПО, инвестировать. Что она нам сказала сейчас? Что просто в казну сваливали в месяц, да, вот эти деньги, просто так, каждый месяц. Они называли это для того, чтобы пенсии платить, для того, чтобы социалку поддерживать.
Потом потребовали отчетности. Ну и начали писать отчеты. Потом Трамп пришел и сказал: не, ребята, мы не будем вот так вот бездумно вот так вот деньги транжирить. А где эти деньги? Ну все скажут: как где? Ну ж пенсию получали в те годы. Вот вам эти деньги. Вот вам и вот так вот. Просто бюджета не хватает. Поздравляю украинских пенсионеров, им платила Саманта Пауэр, понимаете? Это то, вот это пенсионный фонд, вот это социальный фонд социального страхования, это то, где очень красиво, вот в этой схеме, можно красиво их отмыть, эти деньги. То есть я, может, даже вот глядя в эти честные, светлые глаза Саманты Пауэр, честного человека, она действительно думала, что она там пенсионерам помогает. И действительно, сейчас бюджет Украины такой, все зависит от западных денег. И ключевая фраза Саманты Пауэр даже не про эти миллиарды или там кэш, которые там кто-то понял правильно, кто прямо, кто буквально, кто-то косвенно, ну типа как транш денег, да. Ключевая проблема в том, что Путин может выиграть без единого выстрела эту войну, если Запад просто откажется платить. Просто откажется платить. Поэтому у Зеленского и подгорает. Потому что денег как таковых нет. Программа Европы по репарационным кредитам, ну, извините, это чёс. Денег становится меньше. Удары российские все тяжелее и болезненней. И поэтому надо атаковать. Атаковать Запад. Кричать. Надо бить во все колокола. Нет уже Саманты Пауэр, которая просто так раз в месяц 1,5 миллиарда скинет на карточку. Нет уже этого. В общем, беда происходит. А как воевать дальше? Ну, ясно как, людьми. Тимочка, резервисты сухопутных сил сегодня выдал. Это, конечно, потрясающе. Мобилизация по-новому. ТЦК будет вызывать тех, кто ходил на выборы. Значит, во-первых, заработал этот реестр, где 25-60 человек, они, ну, лет, да, вот этот человек, он уже автоматически из любой другой базы, банка, не знаю, там, любой другой базы, где он находится, он попадает в реестр, в резерв плюс, в реестр ТЦК. Плюс еще, понятное дело, да, ходил на выборы, реестр избирателей, попал туда, будешь, соответственно, мобилизован. Вообще мобилизация это нормально, это модно, это современно. Вот мы смеемся над телемарафон, а оттуда тоже люди идут в армию. Тоже. Вот вы не верите, что они там сидят под бронью? Нет, они идут в армию. Вот смотрите, Вадим Карпьяк, ведущий, когда-то была такая программа «Свобода слова» Шустера. Они формат оставили, Шустер смылся, в общем, к Ахметову на канал, где его только не было, а «Свобода слова» на ICTV осталась, и он был ведущим вот этого проекта, да, имеется в виду с вот этими графиками, с вопросами экспертной студии, в общем, вот тот формат. Вот на марафоне он в гостевой студии, прямо з студії встав і пішов в армію. У мене зараз коротке, ну фактично персональне оголошення. Я трошки хвилююся, це правда. Річ у тому, що це були останні мої розмови в розмовній студії Єдиних новин. Последние разговоры. В армію, говорить, ухожу. Я вирішив мобілізуватися. Я ще від 22-го року, коли був у цій студії, була така мрія, що от коли буде перемога, хотілося, щоб на мій ефір випало цей момент оголошення перемоги. Але там, чим далі, тим більше було це внутрішнє розуміння, що цю перемогу не можна просто сидіти, чекати. Її треба якось наближати, очевидно, в лавах Сил оборони. Тому я дозрів до того, щоб мобілізуватися. Я сподіваюся служити у 8-му корпусі десантно-штурмових військ. Туди збираюся мобілізовуватися. Да, в общем, десантник. Десантура. То есть по телемарафону. Все же злые, как собаки. Тех, у кого забрали родных, близких, тех, кто прячется, тех, кто не прячется. Они включают телевизор, смотрят, а там вот это вот
в студиях разговор. И вот сейчас вот этот уважаемый Карпяк, представляете, пойдет десантником 8-й корпус. А что ж он будет там делать, интересно, в этом корпусе, в десантных войсках? Наверное, посадки штурмовать. А как по-другому? Все в это верят? А Бигус где сейчас? Под Покровском? Думаю, вряд ли. Ему ж не надо учебку проходить, он же уже УБД должен иметь. Где эти люди? Или где? Или к дроноводам где-то подальше. Но мобилизация. Вот все мобилизовались. Давайте. Ведущие. Это очень важно. Потому что сейчас нужно наполнить как можно большим количеством. Всех измазать кровью, военной службой. Всех. Нужно больше грести и пропускать через это сито мобилизации, потому что сейчас, и эту статистику приводят специалисты, те, которые в курсе, сейчас через это сито просеивается слишком мало народу. Потому что кто убегает, кто в СЗЧ, кто там, кто сям, кто отмазался, кто смылся, кто еще что-то. И, в общем, гребут всех подряд, отправляют вот так вот. И кто слабый, тут, ну, там, или очень сильно заряженный, мотивированный там, на войну, ну, наверное, как Карпяк, да, они вот это вот попадают туда. А по большому счету, эта бусификация превращается в фарс. В отстойниках там залипают, этих людей не берут части, потому что видят, а что вы нам привезли? Большая проблема внутри. Но Карпяк решит ее. Вот без Карпяка не победили в десантных штурмовых войсках. Мобилизация происходит и будет происходить дальше неистовыми методами. Все должны быть. Нам говорят, как Израиль будем все. Как Израиль. Мобілізація жінок у нас ще не є обов'язковою, хоча я теж трохи обурена в цьому плані. Значит, выходит у нас военная. Видите? Военная. Говорит, мобилизация женщин у нас, ну, в общем, не является обязательной, хотя я в этом плане немножечко даже вот возмущена. Мабуть, мобілізація правильно, що не є обов'язковою, тому що жінка це все-таки більш берегиня там родини, там більш відповідальна за дітей. У нас все-таки чоловіки наші охоронці, наші захисники. Так а чого ти возмущена? Але мені дуже імпонує досвід Ізраїлю, і це, в принципі, був такий мій найемоційніше сприйняття. Боже, сейчас глаза выпрыгнут. Израиль! Опыт Израиля! Что ж тебя там, бедная, что ж ты так... Ой, что ж тебя так впечатлило в Израиле-то? Коли ми там вперше приземлились в Тель-Авіві, і я вийшла і зустріла дівчат, у яких за спиною був автомат, я ще й взагалі не знала, як воно називається, там це все. Значит, я такая выхожу в Израиле с самолета, смотрю, а у нее там девушка, а у нее автомат. Я даже не знала, как это все называется. Ну, тогда-то не знала, сейчас-то знаю. Я розуміла, що це зброя, там якось на охоту їздили, там на полювання. Але він там, у неї був нижче колін, і вони ж такі невисокого зросту, молоді всі дівчата, і це для мене... Автомат ниже колена. По колено автомат. Это как, помните, в бой идут одни старики, там, да, а вам куда, там, ну, вам по пояс будет, ну, там, по поводу болота. Був такий шок просто. Я запитала зразу, що тут відбувається, і мені сказали, що філософія, якби там, закони цієї країни, що так як зараз це базова загальна військова підготовка, але уміти захищати себе, захищати свою родину, захищати свою країну мають усі. Це, як у нас строкова служба, мають пройти усі. Да, все должны быть. Вот смотрите, опять возвращается эта история. Будет перемирие, не будет перемирия, кончится война, не кончится. Все должны идти, все должны, как в Израиле, вот это все, автомат, чтоб свисал, все, как бы, все должны уметь. Все, армия должна, вся страна должна быть армия. Женщины, неважно что, женщины должны быть в армии, все. Как в Израиле. Вообще, все как в Израиле. А бусификация, как в Израиле, наверное. Вот женщина. Женщина в Хмельницком, она не хочет, как в Израиле, она хочет, как в Украине. Значит, пришла женщина
и, так сказать, в место, которое ломает ее судьбу. Забрали у нее мужика. Не пускают женщину. Ну, зря. Вот так вот. Вот это вот тут женщина, тут на войну ее. Че это тут буянит? А потом, это же в Хмельницком. Это хорошо, что там во Львове, видите, как быстро и там деньги выделяют, то, что эти остекления, там все эти дела. Ну, сейчас надо быстро деньги выделять, опять стеклопакет вставлять. Представляете, какие женщины боевые у нас? На войну ее, конечно, надо мобилизовать. Она может так взять пепельницу вот эту, ну, урночку для сигарет, вот, и бах, вот это, разбить окно. Какая боевая женщина. На войну их надо спихнуть по-быстрому. Вообще даже, а в Одессе какие женщины? В Одессе. Это ж надо. Они вообще как бы этих ТЦКшников вот так вот прям, ну так раз, двумя пальцами, хребет взглядом ломают. Значит, остановили мужика, ТЦКшники проверяют документы. И тут врывается колоритная одесситка. Что такое? Что ты, блядь, собрали здесь? Не ебать, ты ты мои руки. Ты, блядь, пацана не трогали, блядь. Как черт отладно. Она, видимо, еще какая-то немножко датенькая, то есть там это все, собрались тут, это, ну да пошли отсюда. Разогнала. Я помню, там, нас так разгоняли со двора. Такие же женщины там, ну, не в Одессе, но в Донбассе, ну, какая разница. Выходят, вышла, как вот это вот прям на детской площадке там сидят, что-то там покуривают, гитарка там, вот это все, молодняк, подростки. А выбегает вот такая женщина, и всем как дала, и ТЦКшники, хамыль в свой бусик, по-быстрому, не связываться. Шикарная женщина. Шикарная женщина. И потому что, а ей единственное, что могут, это вот что-то крикнуть там вот издалека. Что делать? Ужас! Вот это я понимаю, женщина, понимаешь? Вышла и погнала этих... А и какой черт отладано? Ну, видимо, наверное, знают, встречались уже с ней в Одессе как-то. Причем на таком чисто одесском мате, на таком чисто одесском языке, да, вот это, трехэтажном. Нормально. Точно их в армию надо? Надо вообще мобилизировать всех. Смотрите, вот сразу и Путина победим. Какие боевые кадры. ТЦКшники шарахаются. Ну, это как бы шутки. А если серьезно, то на самом деле это все приобретает очень уродливые формы. Формы отчаяния. На самом деле. Формы отчаяния. Эта ситуация, это просто нечто. Значит, видеосъемку ведут как бы двое людей, которые за рулем. Вот. За рулем скорой помощи. Это тоже Одесса. И никто не защитит. Стой пока. Они сумку ее кинут. То есть, значит, ТЦКшники пакуют мужика. Девушка, я так понимаю, там, или жена, или девушка этого парня, она не дает, пытается сопротивляться и сама влезла в бус, внутрь. Люди вокруг это видят. ТЦКшники ее пытаются как бы оттуда. Они там пытались ее закрыть, чтобы там где-то ее высадить. Они выкинули ее сумку. А это вот снимают из кареты скорой помощи. Идем поможем. Что вы делаете, что вы делаете? Значит, это, ну, понятно, фельдшер и водитель скорой помощи, работники экстренной медицинской помощи. Люди там собираются, сигналят. Одесса. Тут мужик, видно так вот, если посмотреть, то это женщину пакуют. Хотя там мужик уже внутри, а женщина пытается его достать. Что ты делаешь? Что происходит? Что вы наделали? Что вы делаете? Что ты для человека, блядь? Что ты его делаешь? Сумку выбросили.
Это ее суд. Значит, она увидела, ну, они же по форме, то есть, да, видите, в красном, да, медиков. Плачет, кричит, помогите, они его душат, они там его... Те говорят, мы никого не бьем. Что мы делаем? А что вы без... Кто его бьет? А ты бьешь? Кто его бьет? А чего вы без полиции берете его? Не душите мужчину. Руки убрать. То есть водитель и фельдшер, и они не снимают, не ведут съемку, они, ну, у этих же тоже бодикамеры, вы видели, там бодикамеры, у них все ведут съемку, вот видите, вот так происходит, вот это называется оповещение, да, и работники скорой помощи, ну, у них бронь есть, да, они понимают, что они так и сидели, общались в этом внутри машины, что никто не поможет, пошли мы поможем. Ну, такие настоящие молодцы, то есть настоящие мужики вышли и сказали, что вы делаете? А вы его там, ну, а что вы его бьете? Посмотрите, сколько народу, блядь. Посмотрите, выходит мужчина. Значит, сам мужик кричит, что да, его били, сейчас будем снимать побои. Что вообще происходит? Полицейского нету. То обычно в таких группах оповещения полицейский. Нет оповещения. Вот тут Одесса, мобилизация. Давай на ноги выходи. Пусть выходит. Выходи, все, выпускай. Отпускайте Отпускайте его нафиг! Отпустили его ноги! Отпустили! Кто меня бьет? Парень, лучше отойди. Тут подошла женщина. Вот это тоже. Она подошла, говорит, парень, лучше отойди. Сейчас народ соберется, сейчас будут бить всем микрорайонам или там всей улицей. Сумку поднимите, тут валяла женщина. Спасибо. Давай. Ну, а в общем... чего вы без полиции работаете, ребята? Гражданского покоите. Он из-за них, блядь, просто, блядь. Полицейский отстал. Они ехали, наверное, к ней, а он отстал, полицейский, поэтому без полиции. Дайте помощь окажем, а я мужчина. Я тебя вывезу, А я не знаю, где. Конечно, они смылись первым делом, как только выползли из этого буса. Ну, а так вот они уезжали. Любовь, уровень, Бог. Кричат там муж, брат, сват, там, вот что вы делаете, да? Будьте вы прокляты. Проклятий куча всего. Конечно, вот эти скорая помощь, ну, они хотели помощь оказать, но, понятное дело, в больницу там, в общем, люди напуганы. То есть она, женщина, должна за своим мужиком вот это вот бороться, проходить через это. Конечно, они дали дёру сразу же. Люди, которые вокруг собрались, все четко понимают, что происходит. Происходит беспредел. Бьют, душат, затаскивают. Ну, на этом история не закончилась. ТЦКшники. Официальный ответ. Значит, инцидент случился в Одессе. Вот, пожалуйста, 4 числа группа оповещения в составе ТЦК и нацполиции, которой не было. Да? Ну, нацполиции, в общем, плановое мероприятие. Во время проверки документов одного из граждан, в общем, в базе данных оберих, это розыск, на законное требование представителя нацполиции проследовать в ТЦК. В общем, решил убежать человек. Агрессивно себя повел. И эту попытку, тоже они пишут, конечно, по-идиотски, попытку бегства они прервали. К сожалению, служебный транспорт, в котором был этот нарушитель, не смог движение начать потому что спутница у него была. Активное и противоправное препятствование со стороны гражданских лиц, к которым потом присоединились работники скорой помощи. Ну, это с рапорта, видимо, переписано. В общем,
сделало невозможным транспортирование, они блокировали служебный автомобиль, угрожали, физическое давление оказывали. Вследствие общих противоправных действий правонарушитель, который был в розыске, покинул автомобиль, и дальше угрозы, что на бодикамеры все зафиксировано, материалы имеют доказательства противоправных действий, их отдадут службам, в полицию, в службам. Всех говорят, что, в общем, всех призовут к ответу. В общем, вот этих фельдшера и водителя скорой помощи будут судить за то, что они препятствовали деятельности ТЦК. Девушку эту будут судить, фельдшера будут судить, людей, которые там рядом, тоже всех будут судить. Они мешали. Полицейского никто не видел. Они какие-то полицейские отстали. А ТЦКшники вот выполняли работу. Святые люди. Вообще с теми ТЦКшниками сегодня, просто какой-то... видимо, там полнолуние близится. Наверное, все-таки обострение осеннее у многих. В общем, сегодня расходится видео по всем пабликам, везде. ТЦК взяли кота, бусифицировали. То есть мы видим, да, вот машина, гражданская, люди по форме, и идут, как говорится, пристают к коту. Чего приставать к этому коту? Кому он нужен, этот кот? Вообще непонятно. Но они не унимаются. И он его хватает и, собственно, забирает и уезжает. Это произошло в Киевской области. Значит, в пабликах сразу начали писать, понятно, что это шутка, да, вот бусифицировали кота, или там, вот он последний украинец, да, там, вот до последнего, всех уже бусифицировали, теперь перешли на котов. Люди упражнялись в остроумии, понятное дело, то есть военные, что мы видим на кадрах? Военные украли кота. Но на это же нужно отреагировать, потому что все реально думали, что это ТЦКшники бусифицировали кота. Киевский областной ТЦК. Кто украл кота и почему мы можем проиграть войну? Ой, как интересно, слушайте. И что пишут? То, что в краже кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о важном мировоззренческом пороке нашего общества. Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное – осквернить сердцевину нашего противостояния россиянам. Испоганить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это самое худшее, что могло произойти. И поехали. Тут дальше сопли с сахаром, как только в Украине огласили мобилизацию, заработали ТЦК, кремлевская пропаганда, в общем, все. Разве они отключили наше критическое мышление? Разве они... видимо, в воскресенье человек, наверное, или с перепоя субботнего, или прям праздновал, там, хряпнул выходной день. И вот это вот тот, который в пресс-службе ТЦК. В общем, вот слезы. Слезы прям душат, видно, его автора, который составлял этот текст. Как одетые военные на видео с котом, какая на них форма. Оба в боевых сорочках. Какая же форма у ТЦК? Кто-то хотя бы раз видел группу оповещения в боевых сорочках? Нет, потому что это невозможно. Статутом ТЦК такая форма, как боевая сорочка, просто не предусмотрена. Что же с нами случилось, украинцы? Кто и когда нас сбил с толку? Кто рассоединил нас и смог, в общем, заставить ненавидеть тех, кто формирует наше войско? Кто
в общем-то, борьбу организовывают с врагом, враг, неприязнь к ТЦК – это исключительно вражеский нарратив. Поэтому все будем беречь и обеспечивать защиту нашей страны. И в финале шануймо ТЦК. Ну, типа, уважаем, да, ТЦК. Уважение ТЦК. И хэштеги, смотрите, прописывает Киевский областной ТЦК СП. ТЦК рідні, ну, типа, родные. ТЦК рятують, ТЦК спасають, ТЦК піклуються, это заботятся. И кит не в ТЦК. Вы представляете, какие люди там работают, что это пишут? То есть на стёб реагируют вполне серьезно. Это порок. Это порок общества. Все подумали, что ТЦКшники загребли, а это же боевые. Вы что? Это пропаганда. Насколько она въелась? ТЦК родные. ТЦК заботятся. ТЦК это бусинки наши. Если бы не ТЦК, все бы проиграли. В комментариях там просто ад. Под этим постом в Фейсбуке вот этого Киевского областного ТЦК. Просто ад. Но более того, что интересно и что характерно, эта история с этим котом в ТЦК не закончилась вот просто срачом в интернете и приколами, и вот этим неадекватной реакцией. Вообще б ничего не писали. Какие ТЦКшники? Эта история вышла немножко на другой уровень. Значит, в сети пишут, что это кот, вот этот, который схватил военный, его кличка Мурчик. Это одно из сел Киевской области. Значит, чтобы хотели подарить животное ребенку одного из них. Сначала хотели поехать в приют, но потом они подпили, даты военные были, за рулем, военные даты, нормально. И решили не ехать, лень ехать в приют, они с улицы остановились, схватили этого кота. Похитителей этих нашли уже, они отказались возвращать Мурчика хозяевам. Знаете почему? Пока из местной группы, это видео в местной группе сельской в Киевской области, оттуда все взяли и разнеслось. Пока не удалят это видео с мобилизацией типа кота, вот удалите видео, и тогда мы вернем кота. Но, видимо, уже слишком поздно, все уже его увидели. То есть, вот пишет, ребенок хотел котика, Елена, Елена, да, Подпорина. Ребенок хотел котика, и к отцу приехал побратим. Они пьяненькие, по форме, поехали как бы в приют, а на самом деле схватили кота на видео. Уже нашли кто и что, скандал лютый на все село, а теперь еще на всю страну, а теперь еще и на всю область, и вообще на весь мир. Потому что от этого скандала оттолкнулись сами ТЦКшники. Типа приехал побратим, они хряпнули фронтовые 100 грамм и Мурчика украли. А потом еще отдавать не хотели, потому что видео надо было, скажем, удалить. Но зато все метафизика-то какая. Что случилось с нами, украинцы? Котов воровать пьяным не надо. Камеры везде. 21 век. А что случилось с этим войском? Приехал побратим с фронта. Чего они себя так ведут? А потому что относятся к ним, как к мусору на войне. Об этом рассказывает этот командир, да, роты Маркус, которому там часы дарил Зеленский во время вот этого контрнаступа Залужного. Вот он рассказывает, что он знает про армию. І що там люди, мусор. Коли сиділи на командному пункті, підривається техніка, видно в камеру з дрона. Їй-богу, я жодного разу не чув, жодного запитання, що з людьми. Незадоволення було тільки щодо втрати техніки. Тільки. А звинувачення у втраті техніці звучали до цих людей. Значит, ты выжил. Обычно ж как говорят, допустим, да, вот я помню, когда начали первые леопарды гореть. Говорят, смотрите, леопарды, эти Брэдли, да,
они там подбиты, они горят, ну типа люди живы. Да? И все говорят, да, техника горит, но люди хотя бы, людей сохраняет. Это, в принципе, функция этой военной техники. А в армии, говорит Маркус, эти люди еще, которые выжили, они еще и виноваты, що їх підбили. Які вижили. Оце я до сих пір не розумію, звідки джерело ось цього гонору у офіцера, який сидить на командному пункті, в підвалі, дивиться в монітор, звідки в нього стільки гонору, щоб зневажати солдата, який отам іде в бій. Вистрибує із траншеї, біжить, попри усі механізми самозбереження всередині. Він переступає людську природу, біжить, робить роботу. Звідки у цих людей стільки гонору, що ви вважаєте, що ви можете називати... Типу, там це просто людей обзивали відверто матами, бо вони там десь відступили, десь вижили, там техніку втратили. Я не розумію. Никто не понимает. Техника важнее солдата. Отношение как к расходному материалу, но не такому дорогому, как условный Брэдли, или условный танк, или условное там что-то еще, какая-то коробка. Ты потерял танк. Ты танк потерял и выжил. Ну, так вот относятся. А сами сидят в командных пунктах и смотрят на видео, что происходит. Да? И, в общем-то, кроют этих людей благим матом. Называют так же, как называют, например, российского солдата в украинской армии. Но, когда возникает вопрос, а чё ж вот это вот, ну, почему так происходит? Что вообще, то есть, может, давайте, вот, была же тема обмен землями, да? Ну, давайте там Донецкая область, хорошо, никто никуда не пойдет. Все же видят, что на самом деле предложение рабочее, можно торговаться. Я не говорю щедрое российское предложение, вот то, что, о чем говорил Лукашенко, что на столе. Судя по всему, на столе было то, что вы отдаете Донецкую область, мы замораживаем линию фронта, возможно, уходим из Сумской, Харьковской, ну, то есть, и не идем в Херсон, и не идем в Запорожье, оставляем вот как есть линию разграничения. Ну и плюс вот эти демилитаризация, ну, русский язык, преследование веры, нормальное законодательство, выборы, все хорошо. Это предпочли отбросить, а на его место поставили войну до победного, до последнего кота. Украинцы что смеются над этим котом и сказали, что его бусифицировали, мобилизовали вот эти ТЦКшники? Потому что гребут всех подряд. Без перестанку. Вот так вот прям жернова работают. К людям отношения, ну, еще кого-то найдут. Ну, а что там этот человек? Что он там? Ну, со Стингера стрельнет. Ну, там еще боев таких не так много. Вот именно таких там боев, где еще и в рукопашную переходит. Это не так часто. В основном дроны где-то так издалека, где-то там пульнул, шмальнул, ничего нового привезут. А почему не пойти на такие уступки Зеленскому? Нам создают картинку, что, внимание, если он, условно, Зеленский, пойдет на уступки, то против него военные поднимутся. Представляете, какую картину рисуют? Путін висуває умову таку, що там покинути всю Донецьку область. Наше військово-політичне керівництво каже, ніколи цього не буде. Якщо вони це зроблять, вірогідністю, напевно, 100% буде третій Майдан. Значит, нам, откинувшийся, смотрите, безумные глаза. Картавый с безумными глазами военный в кепочке говорит, что будет третий Майдан. И у него прямо Майдан будет. Представляете? Если Зеленский скажет, окей, обмен территориями, все, договорились, мы оттуда уходим, сюда никто не идет, мы тут договариваемся по численности, по нейтральному статусу и по другим там восстановлениям будем заниматься, заканчиваем войну, будет третий Майдан. То, а там же буде не до розмов. Ну, дуже багато військовослужбовців втратили друзів, побратимів, деякі втратили сім'ю. Якщо російська ракета прилетіла в їх дом, я знаю таку людину,
яка жила в Одесі. У них залишилась жінка і двоє дітей. І в один день прекрасна російська ракета прилетіла і зруйнувала повністю вщент будинок. Як ти потім об'ясниш це людині, що а ми договорилися, виходьте. Я не знаю, як їй це розказати буде. Ну как, открыто, нормально, мы договорились, все, война закончилась, больше никто гибнуть не будет, все. То есть пропагандистски нас готовят к тому, что, в общем, украинцы, да, украинцы, если завтра прийти и сказать, все, войны нет, останавливаемся, там, договариваемся, решаем, отходим, ну, так, например, Армения взяли и все, Карабах ушли, все, особо и не воевали. Ну, имеется в виду, когда Азербайджан забирал. У нас же как, мы давайте будем как Израиль, давайте будем как Азербайджан. Ну, вот сейчас по Газе тоже договариваются тоже. Вот сейчас все, да? А украинцы сидят такие, в смысле все, я квартиру потерял, меня хату разбила, родных побили, пойду-ка я на Майдан. Или там военные выйдут, скажут, нет, мы не хотим уходить, Майдан будет, будем свергать Зеленского. Представляете? То есть нас вот этим всем кормят. Вот такие военные с безумными глазами. Они как бы поднимутся. Этих военных прикормили, подкупили, развернули, держат на ниточке, на коротком поводке. Я имею в виду тех, которые говорят что-то открыто медийно. А те, которые осмеливаются критиковать, получают просто неимоверный разлом, развал. Есть такой 10-й отряд погранцов беспилотные системы. Значит, относятся к пограничникам, занимаются тем, что бьют дальнобойными дронами по российской территории, по Крыму, в общем. У них есть руководитель Юрий Касьянов, который очень сильно критиковал власть. Он вышел на Новое время, там, размотал всех по поводу денег, по поводу всего, по поводу политики в армии. Ну и что? Взяли его, этот отряд, расформировали. Они говорят, подождите, это ж мы там по Кремлю стреляли, мы такие крутые. Не, вы не нужны. Того в пехоту, того в штурмы, этого еще куда-то. Все, всех распихали. И они теперь записывают обращение, говорят, оставьте нас. Вітаю, я звертаюсь до командира Сил безпілотних систем Роберта Броуді та президента України Володимира Зеленського. Ми підрозділ Державної прикордонної служби ДК-8, який спеціалізується на діпстрайку, на глибинних ураженнях безпілотними авіаційними ударними комплексами. 2 дні тому назад ми дізналися, що наш підрозділ розформовують без пояснень, без нічого, віддали наказ здати все майно і підготувати людей до переведень. На питання чому, що, де, як, ніхто не надав відповіді. Ще не встигли довести майно, як вже прийшли списки на накази на людей і переводять їх в різні загони структури, в піхоту, пілотів, операторів, всіх спеціалістів вузького профілю, які навчались роками, які пройшли війну. Они не нужны. Они учились годами, прошли войну, они не нужны. Вы заметили, что они там, люди прячут свое лицо, часть, а вот там есть смелые, вот их там 2 человека, 1, 2, да, или 3, которые лицо не прячут. Он нормальный такой дед в тапках, воин беспилотный. Командир тоже этот выходит, говорит, мы к вам обращаемся. Мы учили годами, за плечами много операций, то есть мы нормальный батальон, мы справляемся, их расформируют, потому что Юрий Касьянов, их начальник военный, их командир, рот открыл на офис президента. Багато на чому літають, навчені, просто розділібанюють і знищують. Ми просимо вас зупинити цей злочинний наказ і допомогти підрозділу, щоб він залишився і виконував свої функції. У нас не СЗЧ, у нас не бунт, ми готові виконувати свої задачі за призначенням. Слава Україні! Героям слава! Громко надо крикнуть «Героям слава!» и тогда, может, не расформируют. Потому что у Зеленского подходы к армии, ну, это как стиль Ермака, да? Ермак тоже занимается этой историей. Это его почерк. Значит, если там есть кто-то, кто открывает рот, если есть кто-то, кто против, надо его убрать. Нужны вот такие вот военные, которые выходят и говорят, нет, нельзя сдавать Донецкую область, будет 3-й Майдан, родственники же, мол, погибли, они выйдут, погибшие родственники на Майдан выйдут.
чтобы война не заканчивалась. Вы серьезно? Вот такую чухню можно нести. А когда выходят и по фактам, конкретно разматывают по коррупционным схемам, по деньгам, по ударам, по политике, которую ведет власть по отношению к армии, это опасный человек. Он оппозиционен. Причем под этот каток попадал и там добровольческий украинский корпус, правый сектор. Теперь вот Касьянов со своими летунами. Неудобный расформировывают. Мы там такие специалисты, мы там умеем, мы там летаем, мы такие... Ничего страшного, в пехоте тоже нужны будете. Все. Роберт Броуди, этот мадяр, который, да, там, которого Шенген забрала Венгрия, говорит, там санкции ввела против него за дружбу, за нефтепровод. Он будет этим заниматься? Нет. Он будет выполнять то, что скажет Ермак. Армия должна открывать рот только в том случае, когда это нужно офису президента. Чтобы, не дай бог, никто этими политическими очками конкретных промахов в армии не воспользовался. Вот и все. А всякие там полоумные могут там записывать всякие там политические... Это все голословно. Не должно быть, ну, я имею в виду там Гончаренко, там еще каких-то политических деятелей украинских, которые хотят как-то очков набрать. Им не надо реальных, как бы, реальные вещи давать в руки. Безуглая может очень классно таким громоотводом поработать. Она может громко кричать о каких-то проблемах, потому что она род Ермака фактически, да? Вот и все. А реальных людей, которые могут реальную конкуренцию, реальную оппозицию составить и правду рассказать красивым, понятным, правдивым языком цифр, надо ликвидировать и подразделения их расформировать. А потом их расформируют, перемолят где-нибудь под Покровском, и все, и некому будет рассказать. Ни о каких проблемах. Армия полностью под контролем офиса президента и полностью под колпаком. И если кто-то поднимает голову, по ней бьют. Вот мы видим. Еще возникают очень большие вопросы, как вообще позволяют говорить на узкоспециальные темы, даже не критикуя власть, а просто говорить на узкоспециальные темы не то, что принято слушать и показывать в телемарафоне. Вот к Янине Соколовой попал один из солдат. Такого не розказував. Доволі активно працює. Я вам скажу, що в сфері радіоелектроніки ворог перевищує нас в рази, і не тільки нас, і США теж. И Соединенные Штаты Америки Россия превосходит в плане радиоэлектронной борьбы. Ти серйозно? Я серйозно. У них після розвалу Радянського Союзу залишилось дуже багато спеціалістів в цій сфері. А где у нас эти специалисты в этой сфере? У нас тоже и институты, и тоже и все это было. Где наши? А почему у них осталось, а у нас не осталось? И почему-то они вдруг превосходят? Що з нашими спеціалістами случилось? І вони на крок попереду в плані РЕБу, в застосуванню різних БПЛА і так далі. Тобто, ну, ви подивіться, от їхні зали, орлани, суперками просто от безкарно працюють на глибину 60-100 кілометрів нашого фронту. Ну, А в чому їхня унікальність? Чому вони безкарно працюють? я думаю, що там, по-перше, ППРЧ дуже потужні стоять. Поясню, що таке ППРЧ. Короче, Янина в шоке, она такого не ожидала. А эта дура говорит, у них очень качественное там оборудование, они там частоты меняют, эти дроны. Ну, то есть дрон летит, рэбом глушится вот эта частота, когда он передает сигнал, а он автоматически переключается на другую частоту, на третью, меняет частоты. Ты рэп так не перенастроишь, это другой рэп. Ну, короче, то есть они на шаг впереди в этом отношении. ПРЧ – це засіб передачі сигналів, який постійно змінює частоти. Тобто ти починаєш там своїм засобом РЕП душити одну частоту, він перемикається автоматично на іншу частоту. І так постійно він має контакт з пілотом, і його майже нереально задушити. Кивнула Янина. Представляете? Вот это вот даже такая информация, которая просачивается и как бы звучит от военных, скоро ее, наверное, будут прикрывать, потому что нельзя, потому что как это? А так мы же выигрываем. А как они на шаг впереди, а мы побеждаем? А побеждаем, а мы взяли какое-то там село, ну какой-то Сырский, говорит, зачистили. Где там Ямполь, наступление было, да? Северск, Ямполь, вот та сторона возле Серебрянского лесничества на Лиман, да? Ничего страшного, остановили. Резервов подкинули, вот такого мяска подкинули и остановили продвижение. Надолго? Ну, посмотрим.
Но то, что, вот ключевое, что он сказал, что даже превосходят Соединенные Штаты Америки. Даже Соединенные Штаты Америки. Это, конечно, очень и очень серьезный триггер для той же самой Америки. Им нужно закончить уже эту войну, потому что американцам, по одной простой причине. Потому что не только там экономика или страна Россия слабеет под ударами, армия становится мощнее, армия становится сильнее и представлять большую угрозу. И дело тут не столько в дронах в этих, да, которые там разлетались, это так, шоу-программа, а дело в конкретных наземных операциях, которая вот уже эта армия после войны в Украине будет проводить и как семечки щелкать в разных частях света, и это понимает Трамп. Поэтому нужно останавливать, умиротворять. Давайте, лет 20 не воюйте, пока те, которые там не поумирают, забудут, да, то есть, ну, собственно, все, чему научила эта война. И все. Два слова о войне непосредственно в Газе. В общем, Хамас согласился, что, в общем, мы отдадим заложников и оружие свое сдадим обязательно. Ну, там египетская новая история. В общем, Израиль должен прекратить огонь и отойти на определенные линии. Израиль тоже согласился, и Трамп заявил, что Нетаньяху в войне в секторе Газа зашел очень далеко, и Израиль потерял большую часть поддержки в мире, и теперь он, пишет Трамп, вернет эту поддержку. Я сказал ему: Биби, это твой шанс на победу, его это устроило, он должен смириться с этим, у него нет выбора, со мной ты должен смириться, все очень хорошо, приняли наш план, все страны, Хамас приложил много усилий, они хотят осуществить этот план, теперь нам нужно будет это закрыть, президент Реджеп Эрдоган помог в этом деле, и, собственно, спасибо Эрдогану, в общем, все, судя по всему, на мази. Посмотрим, не сорвется ли. Вот такую картинку публикует тоже Дональд Трамп. Значит, или сейчас, или никогда. Это картинка с протестов в самом Израиле. Действительно, в Израиле не все в восторге от этой войны и ее продолжения. Абсолютно не все. И не все, конечно, собственно, в восторге от того, что, например, происходит с Гретой Тунберг, например, в мире. Это специфический персонаж, конечно, но тем не менее. Значит, ее флотилию этой свободы, да, которую там Израиль задержал, ее посадили в тюрьму. Гардиан публикует письмо шведского дипломата, говорит, Грету держат в камере с клопами, почти без еды и воды, она жалуется на обезвоживание, приходится сидеть на твердой поверхности часами. Ну как так можно? На твердой поверхности сидеть часами. Бедная Грета. У нее сыпь появилась от укусов. Значит, другой задержанный рассказывал, что израильские силовики, значит, заставляли ее позировать с флагами. Есть немного другая версия этих событий. Значит, тащили маленькую Грету за волосы, завернули в израильский флаг и выставили как трофей. В интервью изданию Анадолу турецкому итальянский активист Лоренцо Агустино сказал, что ее соратники содержались в унизительных условиях. Он сказал, что их часами держали с завязанными глазами и тугих наручниках, затем высадили нас на берег и вели себя как террористическая группа. Нас просто пинали, мы были без пресной воды больше 2 дней. Грету Тунберг унизили, завернули в израильский флаг и выставили на показ как трофей. Другой турецкий активист говорит, что израильские солдаты тащили маленькую Грету за волосы и заставляли целовать израильский флаг. Но в то же время МИД Израиля говорит, это все ложь, звездеж и провокация, утверждение о жестоком обращении с задержанными активистами флотилии Сумут, включая Грету Тунберг, являются враньем, поэтому не верьте. Это, как обычно, сионисты. Они не любят Израиль, поэтому, собственно, все вот так.
Ну и еще там была новость о том, что Грета Тунберг отказывается, чтобы ее быстро депортировали, хочет еще посидеть. Короче, Израиль действительно получил серьезный урон по своему имиджу. Израиль мало где любят в мире и в самой Америке точно. Но Трамп пообещал, что поможет сделать так, чтобы Израиль любили. Кто-то скажет, ну Израиль не $100, чтобы всем нравиться. Ну, не скажите, не совсем. Тут вообще появилась история, представляете, от Трампа, который знает сделать так, как сделать так, чтобы люди любили, народ любил. Трампину 1000 придумал, представляєте? Інфляція повністю стабільна. Це приблизно цільова ставка, і країна в кінцевому підсумку отримує безпрецедентні суми доходу від тарифів більше ніж $200 мільярдів на цей момент. Сер, як ви вважаєте, на що можна спрямувати це додаткове джерело доходу і наскільки це змінює гру для вашої адміністрації? Ну, в кінцевому підсумку, знаєте, бо ми говоримо про те, що тільки починається. Вони тільки починають діяти, але в кінцевому підсумку, на мою думку, ваші тарифи будуть понад $1 трильйон на рік. Цифри, які ми маємо зараз, більше, ніж будь-коли. Тож, коли у вас був борг у $36 трильйонів рік чи 2 тому, і у вас набагато менше доходів, тоді у вас 37 чи 38. Це ще не 38, але буде. І цифри набагато більші. Раптом 38, ви недозавантажені, тоді як при 36 ви були сильно завантажені, ми більше не сильно завантажені. З огляду на це ми повернемо борг, але ми також можемо зробити розподіл людям майже як дивіденд для народу Америки. Скільки ви думаєте на це, сер? Ну, ми думаємо, можливо, від $1000 до $2000. Було б чудово. Короче, что? Это он говорит, смотрите, на самом деле долги серьезные, и долги надо возвращать. Он говорит, смотрите, было 36 триллионов, стало 38, но нагрузка, как при 36, была... Это как вот помните, вот Райкин, да, вот это про раки, по 3, по 5. Но вот у нас 38, и не такая нагрузка. Да, долг больше, но нагрузка не такая. Более того, вот эти все денежки от тарифов, всего остального, мы каждому по 1000, по $2 раздадим американцу. Ох, как классно, да? То есть нормальные у него подходы. Трамп умеет нравиться людям. То есть то, что, как бы ты же обещал долги отдавать. Долг сокращать, а не увеличивать. Говорит, не, я увеличил, так нам легче будет. А мы, чтобы люди не роптали, всем по $2000 раздадим. Нормально. Ну, это, конечно, смешная инициатива. Есть, сегодня пришла новость о не очень смешной, и все-таки не все как бы через одно место в Америке. Есть действительно важная инициатива. В одном из штатов США приняли закон Ирины после убийства украинской беженки Заруцкой. Губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал закон, ограничивающий безналичный залог для опасных преступников, дает больше полномочий судьям и усиливает проверки психического здоровья обвиняемых. Понятно, что пиар-история мало чем поможет, но видите как, не только муралами эту Ирину Заруцкую увековечили, а и целым законом. Хотя, если честно, все понимают, что это все, ну вот, как бы, очень, очень умелое использование пиара. То есть мы пошлины вводим, госдолг увеличиваем, ничего страшного, сейчас по 1000 дадим, мы же хотим вам нравиться. Вот, смотрите, какая жуткая трагедия. Мы сейчас введем обновленное законодательство, и все скажут, о, правильно, безналичный залог, ограничения, проверка психического здоровья. Все подгадывают под повод. Все под повод у них. И только Бербак, и только она, так сказать, в своей паре. Появилось видео с ее интервью на полях ООН, где она стоит на ящичке и дощечке. Вот в принципе, вот эта вся политика последних лет, это и олицетворение Бербак. Я не сравниваю Трампа и американцев с Бербак, но стиль очень похож. Мы увеличим госдолг, дадим 1000. О, Ирина Заруцкая, новый закон введем, ее именем назовем. Это все ящик и дощечки. Пиар ящичков и дощечек, на которых стояла во время интервью вот, величайший мозг, которая смогла развернуть ситуацию на 360 градусов, Бербак. Но если вернуться в Америку, то, наверное, все-таки есть хорошие и светлые инициативы.
Илон Маск проанонсировал, что 2 недели примерно выйдет Грокопедия, Грокипедия. В общем, короче, энциклопедия в Гроке. Грок — это искусственный интеллект Илона Маска в Иксе. Обещает его презентовать, и говорится, что там не будет лжи. Лжи не будет. То есть Википедия пропитана вот этой повесткой, отсылками. Википедии как ресурс, да, доверять уже давно нельзя. А вот Гроку будет можно доверять. Хотя сам искусственный интеллект Грок неоднократно ловили на тоже определенной цензуре. Вообще, конечно, у Маска трагическая история. На неделе Парижа, моды в Париже, вышел главный, или как главная, в общем, главная причина трагедии семейной Илона Маска. Речь идет о его сыне. Сын Илона Маска прошелся в наряде как модель. Вот таким, собственно, макаром это все выглядело. Ну, шел как умел или шла как умела, но лицом похож на Маска. Это вот боль главного гения и очень влиятельного человека в мире. Вот так. Это все, собственно, и выглядело. Если продолжать эту историю с терпимостью, энциклопедиями, Маском, его сыне, который стал трансгендером, в Киеве тоже, как говорится, отзывается эта тема. Люди в военной форме, с военными рюкзаками пришли в ЛГБТ-кафе в столице и начали угрожать. Значит, пришли. А кто собственник? Ну, он там, смотри, там все написано, вот там это собственник этого кафе. Я так розумію, що ви підтримуєте, да? Да, вони підтримують Black Lives Matter. Ви знаєте каву сьогодні? Ні, дякую, ні. Ліберальні погляди, там, все, да? Феміністи, А що вам моя думка? Я можу вас обсудити. Саме ось позиція закладу, ми на неї дивимося. Ми займаємося цензурою в нашому суспільстві. Значит, они вышли и зашли в кафе и сказали: мы занимаемся цензурой в нашем обществе. Цензурой мы занимаемся. Поэтому вы смотрите, чтобы у вас проблем не было. Могут нехорошие с вами приключиться вещи за то, что вы поддерживаете вот это все ЛГБТ-ком'юніті. Тому кажемо вам на майбутнє. Поміняйте концепцію закладу, бо можуть настати такі події, взагалі, які дуже не сподобаються вам, в частності. І це буде пов'язано з вашими поглядами і з майбутнім нашим. Раз, два. Що саме виходить? Форс-мажорні випадки, знаєте, бувають. Знаєте, бувають форс-мажорні Якщо ви не випадки. вгадаєте, каву Ми вас просто попередили. Добре, я почула, дякую, гарного дня, до побачення. Форс-мажорні випадки. Ну, в общем, начали ругаться. Короче, это просто какая-то, ну, шиза. То есть было себе кафе, никого не трогал. Вы поддерживаете? Сейчас мы с вами разберемся. То есть на вот этот беспредел войны накладывается еще один беспредел. То есть я не говорю, что поддерживать это плохо или хорошо. Я не говорю, что эти военные не... Кто ты такой? То есть война сделала из не пойми кого, ну вот прям людей, которые делают цену. Кто ты? Вот вы, обычный человек, можете идти по улице, зайти в кафе. Ага, у вас тут какая-то символика, вы тут такие-сякие. Вот мы вас я тебя предупреждаю. Да нет, почему? Ну работает кафе, не нравится, не заходи туда. Ну, а он же, кто воевал, имеет право. Я пойду и предупрежу. Не поменяешь концепцию заведения? Разбомблю. О, вот так вот. Представляете, погромы будут. А ты кто? Ты полиция, ты государство, ты... В чем... Это беспредел, куда катится страна. Он выглядит вот так. Он с этого начинается и этим продолжается. А все почему? Потому что абсолютная какофония. Когда-то была система государственного телевидения в Украине. Ну, это УТ-1, УТ-2.
Это 2 потом стало 1+1. Ну, в общем, УТ, украинское телевидение. Его осовременили. И за гранты подшаманили и сделали типа аналогом BBC. Типа независимое. Но на это типа независимое от государства телевидение все равно выделяют государственные деньги. И вот что они нам показывают. Я бунтарь. Со мной всегда будуть переміни, движення і яркі моменти. Для когось приклад сміливості, для інших привід для засудження. Весілля дівчат із Запоріжжя Валерії Головатенко та Анастасії Калашник сколихнули соцмережі, а коментарі під їхніми світлинами розділилися на «за» і «проти». Значит, это свадьба 2 девушек. Они в Запорожье, прифронтовом городе, фронт, война. Ну, война же надо любить и во время войны. И вот они полюбили, так сказать, друг друга. Да, и, в общем, вот о них снимают сюжет. Какая у них свадьба. Говорит, мнения в комментариях разделились. Капець, за чоловіком повинні, за чоловіком, а не за жінкою. Гарні, щастя вам. Адже неважливо, якої ти статі, головне, щоб поруч була та людина, яка буде з тобою на одній хвилі. Їхня історія почалася у 2023 році. Валерія прийшла на тренування до Анастасії, і несподівано для обох між ними швидко зав'язались стосунки. Валерия пришла на тренировку к Анастасии. Рассказывает нам Суспільне, ну, не государственное, общественное телевидение. То есть она пришла на тренировку, и между ними как закрутилось все, понимаете? Валерія згадує, майже одразу вирішили жити разом. Ми не планували відносини. Знаєте, коли ти їх не плануєш, то стається все якось само по собі. І в нас не було квітково-букетного там періоду взагалі. Подождите, то есть, а как между 2 девушками происходит цветочно-букетный период? А его не было. Мы не планировали отношения. Ну, отношения не планировали, но свадьбу знатную сыграли. То ми практично що зразу з'їхались. Вона почала якось виконувати там якісь мої такі маленькі бажання, мої мрії, підштовхувати мене до якихось таких моїх більш сміливих кроків по життю. Не всі у близькому колі сприйняли вибір дівчат. Конечно, не все восприняли этот выбор. Валерія розповідає, частина друзів відвернулась. Втім, підтримка рідних підштовхнула їх на наступний крок – побратися. Мама взагалі дуже добре сприйняла це все. У мене з нею дуже такі поважні стосунки. І вона була готова до того, тому що вона знала, що в мене є такий момент. Зі сторони батька теж не було ніякого супротиву. Єдине, що і він сприйняв це так, як він зміг. Потрясающая формулировка. Отец воспринял свадьбу так, как он смог. Как ти воспринимаєш? Як можеш, так і воспринимай. Але агресія або те, що там він, наприклад, міг казати, що ні, так не буде, тобі потрібен чоловік або тобі потрібна інша людина, він мені сказав, якщо ти щаслива, окей. А от рідні Анастасії не одразу підтримали її рішення. Мати сприйняла спочатку дуже негативно. Тобто негативно. Ось ми з нею посварились, і десь рік ми... Я так понимаю, что в этой паре она как бы мальчик. И она, в общем, у нее семья, говорит, вообще мы поссорились, вообще ужас, что прям кошмар. Слушайте, это очень полезно, скажем, полезный сюжет во время войны. Вот прям интересно, как у них там вообще-то все происходит, да? Спілкувалися, але раз на тиждень. І потім вона змирилася вже. Анастасія освічилась коханій торік у грудні. В декабре в прошлом году вот это кадры, как Анастасия руку и сердце просила. Весілля ж молодята зіграли цьогоріч у вересні. Розповідають, готувалися до нього близько 3 місяців та хвилювання відчули у день Ікс. Прямо перед вихідом до арки я стою, у мене все тремтить. Адміністратор каже, успокойся, все буде гаразд. Я знаю, ці сльози йдуть, я намагаюся їх стримати. Потім виходить Валерія, ще більше сльози і річ, сльози. Було дуже важко стримати себе. Я прям була така щаслива, я не знаю, я так ніколи не хвилювалася, ніколи не була такою щасливою, як в той день. Я не боялась. Єдине, що, напевно, я більше хвилювалася за батьків, тому що мама, в принципі, нормально, так вона смирилась, можна сказати. Ось, а інші родичі, я знала, що, можливо, це буде якось обговорюватись не в дуже доброму світі. Нагадаємо, наразі в Україні одностатеві шлюби не визнаються. Пара каже, для них весілля стало радше символічним кроком та святом для їхніх рідних. І поки збирають валізи у весільну подорож, вже мріють про спільну дитину. Для цього, розповідають, наважаться на інсемінацію чи ЕКО. Общий ребенок у них еще будет. Общий.
Ну, искусственное оплодотворение и все. И вот это нам показывают, да, во время войны, вот это все. Есть там ряд людей, которые вообще в шоке, если честно, от того, что нам демонстрируют. Запорожье, город, по которому лупят. Люди, да, которые сейчас концы с концами сводят, которые во время войны, а нам фактически прорекламировали вот этот образ жизни. И, конечно, все говорят, подождите, вы получаете деньги из бюджета страны. С демографией все очень плохо. Все ужасно с демографией. Но потому что все уже, ну это же девочки, да, они оплодотворятся как-нибудь и не переживайте. Нормально. Нормально все будет с демографией. То есть абсолютная перепрошивка. Абсолютная от семейных ценностей, от всего на свете. А с Нового года обещают вообще в ДИИ взять и, ну, по телефону можно развестись. Вообще, взяли, развелись, да и все. Взяли, развелись, взяли, поженились через ДИИ. И вот к этому идет вот эта вот страна. Вот смотрите, вот так можно. Вот смотрите, девочки, мальчики, все, однополые отношения, свадьбу сыграли. Да, там что-то против были старики, ничего страшного. То есть там это типа мальчик, это типа девочка. И нам это все рекламируют и преподносят. И правильно люди писали в комментариях под этим видео, говорят, ребята, простите, а почему вы нормальные свадьбы не показываете? Покажите нормальные свадьбы. Как люди, там, солдаты, не солдаты, там, врачи. Сегодня день учителя вообще-то, понимаете? Всех поздравляю, учителей с днем учителя. Вот это вот научили, понимаете? Научили так научили. И говорят, ну мы же суспільна, мы же за ценности, у нас свой набор ценностей. Суспільна, которая отстала от поезда, потому что все уже поменялось. И отношение к этому вообще другое. И это все вот на фоне вот этой лютой истории. А потом мы спрашиваем, а что такое, да, то есть почему у нас собираются ввозить работников? Потому что вырождается страна, люди, народ вырождается. Поэтому помогайте. Показывайте свадьбу, говорите, как классно, смотри, круто. Единственное, что я не могу понять, все равно же все в эстетике жених и невеста. Ну, сделайте в эстетике две невесты. Придумайте не арку, не кольцо, а придумайте свое. То есть эту эстетику сохранили исключительно для того, чтобы это проще продавал, проще впарилось, проще записалось на подкорку. Придумайте другое. Нет, они другое, они используют и эксплуатируют старые образы. А потом говорят, что у нас работников надо набирать, потому что других не будет. Будут здесь, на этой земле, другие. Подписан очередной договор на подбор персонала из Индии, поэтому запускаем процесс подбора. В течение недельки-двух подберем людям строителей и будем оформлять разрешение на работу. А если вам нужны работники из Индии, Бангладеша, Пакистана, обращайтесь к нам в личные сообщения. Мы вам тоже подберем и привезем адекватных людей на работы. Адекватных мы вам привезем. Не вот этих, которые женятся девочки с девочками, вот это все. Да? А мы вам адекватных людей привезем, они приедут группой, все, станут, будут работать. Неприхотливые, не будут там выделываться. Мы украинцы, мы горды. Не, они придут, будут работать. Нормальное предложение. Их много таких предложений. Вот, например, там по пабликам прям реклама, смотрите. Пожалуйста, 15 сентября запущена реклама. Работники из Азии для вашей компании, пришлите заявку, узнайте больше. Вот вам водители категории С, С плюс Е и Б, физические работники, которые, ну, физической силы, квалифицированные какие-то работники. Вот давай, работник из Азии, нажимай. Ну, там внизу ответил человек нехорошо на этот счет. Ну, а что он? А чего он? Люди посмотрят на этих украинцев, да, посмотрят, никого их не бусифицируют, их не погонят никуда. Нормально все, они поработают. Почему нет? А наши?
а наши уезжают из страны. Правда, как-то не очень радостно и радушно сейчас. Видео появилось от женщины, которая решила уехать вот в этот период, вот сейчас, да, переехать из Украины в Германию. Как-то все не так ярко и радужно, как было до этих пор. Короче, це просто це піз... Ми в оці метр на метр комнатки, у 3. Їжі немає, кормити тебе тут ніхто не буде. Магазин 4 кілометри отсюда. Короче, кухня теж метр на метр. Немає ні ложки, ні тарілки, ні води, нічого. Я не знаю, як будемо тут жити. Деньги будуть. Знаете, какая жирная слеза прокатилась. Місяців через 2, не раніше. На кухні немає ні каструлі, нічого. Постиратися теж немає ні порошка, нічого. Я не знаю, як тут жити. Це пі... Ну вот так. Значит, ты, иди туда. Да, там вот этот. Она должна там пробыть какое-то время. Потом будет получать деньги, купит себе, конечно, и порошок, и кастрюлю, и все остальное. Ну вот, все, ты должна вот тут пожить, вот, пожалуйста, вот тебе метр на метр вперед. Ты же так хотела. Вот цивилизованная Европа становится для украинцев, скажем, все более открытой. А вместо тебя в Украину поедут вот эти бангладешцы, непальцы, всякие там индусы. А почему так происходит, все спрашивают. Да потому что Зеленский войну не хочет заканчивать. Но вот это отчаяние этой женщины, например, легко перебивается и перекрывается пропагандой, например, другой истории успеха в Германии. Причины, почему я еще не работаю в Германии. Я украинка, живу здесь уже 4-й год, я еще не работала. Значит так, первая и самая важная причина – это то, что я принцесса, и я не считаю, что я создана для работы. Принцесса. Она для работы не создана. Поэтому она в Германии не работает. Там можно приехать и не работать. Приехать и не работать. А бангладешцы приедут и будут работать. Ну вот одни люди созданы работать, такие как я не созданы работать. Ну как-то так. Вторая причина – мой маникюр. Посмотрите на мой маникюр. Ну так себе маникюр. Видели и получше. Как с такими ноготочками, плохо видно, ну неважно. Как с такими ноготочками я могу пойти работать? Вы вообще видели, чтобы девушки-принцессы с маникюром работали? Это противозаконно, как минимум. В-третьих, у меня нет времени на работу. У меня настолько плотный график, я не представляю, чтобы мне нужно было еще выделять, я не знаю, там сколько работают, 5-7 часов в день на работу. Это невозможно на данном этапе моей жизни. И последнее, я украинка, приехала в Германию, почему я должна работать? Пусть немцы здесь работают. Ну, понятно, что, наверное, это какой-то троллинг, это девчонки в ТикТок, серьезно это не... Ну, в каждой шутке есть доля шутка, понимаете? В каждой шутке есть доля шутки. Ну, что-то немцы, что, негр работать тут, немцы пускай работают. Я же в Германии, я же приехала в Германию, а вы платите мне пособие, я маникюрчик буду делать себе. Мир сходит с ума. Причем, если от этого отсутствия образования все думают, страдают только условно по одну сторону, ну давайте так, ну не Уральского хребта, ну имеется в виду Европа, да, то есть ну, в России тоже хватает, ну, интеллектуалов и талантливых, альтернативно одаренных на всю голову людей. Стартовала образовательная кампания с Володей Натолик. Школьникам будут показывать... Образовательная программа с Володя и Натолик. Еще раз. Это прям целая программа стартовала. Володя, СВО, Лодя и Натолик. серии мультфильма по заказу Министерства образования и Министерства обороны. Главное... То есть Министерство образования, Министерство обороны вот это заказало изготовить для школьников. Идея анимации – научить детей различать настоящих героев спецоперации и дебоширов, позорящих военную форму. Сюжет мультфильма рассказывает о 2 типах военных – героя Сволодя и его полной противоположности Натолике. То есть Сволодя – это герой, а Натолик – это плохой человек. Сволодя добрый, с ним все в порядке.
Анатолик плохо себя ведет, может быть опасен. Ну, у меня тоже нет слов. Она так и развела руками, эта ведущая. То есть это заразно. Вот это все, вот эта история, это заразно. Все спрашивают, а чем это заражает? Ну, вот этот, как бы вирус идиотизма, как он гуляет, откуда? Он распространяется через денежные купюры. Денежные купюры. Это что-то прийти, программку пробить, на нее выделят денежку, отмыть с бюджетика, продемонстрировать. Креатив на 3 копейки. Заказали. 2 министерства целых. С Володю и Анатолика заказали. Понимаете? И также в Украине, и также там, и в Европе также. Грант. Все имеют свой интерес. А потом у нас появляется, ну, вот такая дуристика. Все имеют свой интерес. Суспильне показывает нам лесбо-свадьбу тоже потому, что имеет свой интерес. Грант, она всю жизнь жила на гранты, это Суспильне. А их потом там заменили. Хиллари Клинтон заменит своими фондами USAID. Понимаете? Кэш вваливали сюда. Ну, поэтому все нормально. А там вот с Володей и Анатолик. Корни этого одинаковые. Это желание нажиться, присосаться и показать какой-то результат. Иногда он бывает разный. Но я помню, когда в пылу этой пропаганды, ну вот когда нам показывали, и сейчас, кстати, это тоже есть, сейчас тоже очень популярно, и чем хуже дела, там, нечего говорить об успехах украинской армии или там украинских успехах в политике. Все говорят там о туалетах, о ворованных машинках, ну вот эти нарративы, да, вот это вот все. И вот смотрите, там погиб у семьи в России мужчина, ей приносят в дом и дарят там колбасу, или там мясорубку, или там еще что-то, шубу, как бы в подарок. То есть у нее мужа на войне убила в России, да, а ей там приходит какая-то местная власть и дарит какую-то ерунду. Слушайте, так мы сегодня абсолютно точно такой же путь проходим. Я, честно, офонарел, когда увидел, на чем и как это делает Коля Тищенко. Значит, Коля Тищенко сегодня сняли ему ролик и опубликовали. Есть, в общем, он же депутат, да? По-моему, даже нет, он списочник или мажоритарщик. Ну, в общем, он как бы Коля Тищенко, который поехал в Днепр, ему там наваляли, еще и уголовку прицепили, потому что там привязали атошников. Короче, не на тех он решил накатить. Там в Днепре с колл-центрами связанные люди покруче, что даже Ермак решил отступить. А Коля Тищенко это Ермака кум. Конкретно Ермака кум. В той стране, где нет кумовства. И его там потягали по судам, но потом он вернулся в Раду. И сейчас надо как-то, он автор сакраментальной фразы: «Віддайте мені мої гроші, я их зароблял». Там же, когда его брали, он там телефон разбил свой, ну, специально, да, потом эти деньги нашли у него. Это, говорит, мои деньги, я их заработал, отдайте мне их назад. И вот это богатейший человек на схемах, на всем, как это, телеведущим даже был, да, то есть ревизор с пальчиком. И он решил после этих всех скандалов и ужасов всего этого, да, которые происходили в его жизни, ну, он же решил как-то вот добро делать. Тем более он депутат. Кто еще в стране может делать добро, как депутат? А получилось вот как. Так, ну що, як обіцяв, бачите, Значит, Коля Тищенко идет, ну, это парк, да, то есть вот, к бабушке дарит, внимание, кравчучку. О, дивіться. От вона така. Я не знаю, вам велика підходить? Щоб така велика. Вона, бачите, ось так закривається. Смотрите, он говорит, смотрите, вот так закрывается, вот там потянула за шнурочек, закрылась. Кравчучку он ей подарил. Этот миллионер, кум Ермака, он дарит бабушке кравчучку. Смотрите.
Ну, история этой бабушки на самом деле как бы трагическая. У нее никого не осталось, война всех убила. Ну и понятное дело, что Коля, депутат, вот за ней, так сказать, ну вот взял шефство, кравчучку подарил, снял об этом ролик. Смотрите как. И это вот как родного. Слушайте, я вообще, если честно, в шоке от этого пиара. То есть это многие считали как насмешку над народом. Но это же жуткая трагедия. Во-первых, наверное, Кравчук переворачивается в гробу. Потому что Кравчучка в Украине... Вообще в этих сумках нет ничего постыдного во всем мире. Ну, это просто удобно. Удобно. Сумка на колесиках. Но в Украине это признак вот этих 90-х и начала бедности, нищеты и убожества. Поэтому и назвали Кравчучка. Тягали вот это там, продавали вот эти на рынках, вот на камнях, на газетках, на блошинах. Страна становилась блошиным рынком, потому что денег нет, СССР развалилась, зарплаты начали задерживать, и вот появилась вот эта вся история Кравчучка, и это очень негативный контекст. И он дарит Кравчучку. Он миллионер, миллиардер гривневый точно, дарит Кравчучку бабушке, снимает под плаксивую музыку, так он с ней плачет вместе. На это смотреть невозможно. Как играют ботоксные мимические морщины. Я беру. Камера пытается поймать плачущую, ну, на эмоцию. Ну, женщина плачет, эмоции. Коля подарил Кравчучку. Потрясающий ролик на самом деле. Дебилы делали в его пиар-службе. Мы ж поруч. Мы ж поруч, мы же рядом. Смотрите, слезу мужскую скупую смахивает. Завдячу вам, тобі мене велика підтримка. Я поломана, я еле хожу, я не крутила цю полку отпадаю. Говорит, еле хожу уже с этой старой. Это реальная Кравчучка, то есть, а то современная, апдейт-модель. Новый выпуск. 2025 год, а то, наверное, какой-то, я не знаю, там, 90-х еще осталось. Ну все вже не буде чекати, бо тут подшипники. Смотри, и повернул, и колесико покрутил. Говорит, подшипники там. Подшипники? Рідний мій хороший, мій зайчик. Ну все. Бачите, У мій мене колір. нема слів, у мене тільки що. Да? Ну. Я думаю, что он должен был это, ну, чтобы еще добить, усилить этот пиар-ролик с Кравчучкой, он должен это сделать своими руками. Ну, взяли бы титром, написали. Пока там сидел или под домашним арестом, делать было нечего. И он делал Кравчучку для нее, чтобы ее передать бабушке. Представляете, какой политик? Спасибо тебе, дитя, спасибо, тобі низько їм кліну. Спасибо тебе, Коленька Тищенко, спасибо. И Вакарчук, национальная легенда Украины на фоне. Слушайте, да все идет к этим выборам. Все идет вот туда, в том направлении. И почему? Если уже Коля Котлета, Коля Тищенко почуял носом или, может, каким-то другим органом этот ветер перемен, то он включился по полной. Надо, значит, снимать себя, как он дарит Кравчучку и обнимает бабушку, чтобы бабушки тоже у них сердце сжалось, и они проголосовали за Колю. Хотя, по большому счету, это трагедия. Это трагедия этого поколения, этой конкретной бабушки. И бабушку, ну, пенсионеры вообще в этой войне, это трагедия, что... Ну, конечно, он мог бы фуру этих подогнать ей, этих Кравчучек с его достатком, но дело-то не в том, дело в том, на каких чувствах играют вот эти политики, насколько цинично, насколько они умеют делать бровки домиком и плакать на камеру.
Надо было, конечно, покреативить больше пиарщикам Тищенко. Надо было как-то докрутить. Ну, рассказать историю этой бабушки. Надо было как-то... Они ловили, пытались ее поймать, плачущие глаза. Ну, в общем, как-то не докрутили. Но как все-таки противно, когда богатейшие люди, сильные мира сего, кумовья Ермака, занимаются вот таким дешевым пиаром. Не мог он ей просто там помочь без этого ассистента, снимающего на телефоне, а потом подкидывающего Вакарчука? Не мог. Потому что этим пиаром пропитано все. Ну уж лучше пускай так. Коля Тищенко хоть что полезное сделал в своей, скажем так, в своем пиарном проявлении. А вот Притула, он по-своему поступает. Говорит, имел плодотворную встречу с главным раввином Украины Моше Османом. Высказал ему искреннюю благодарность за плодотворную адвокационную работу за границами нашего государства. Зачастую это вне внимания общественности стоит, но тем не менее. Наш фонд готовится к реализации нового масштабного проекта, который выйдет далеко за границы страны. Поэтому еще раз благодарен за эти рекомендации и советы, которые позволят нашей команде отработать международный трек более эффективно. Главный раввин Украины посоветовал Притуле, как более эффективно собирать деньги за границей фонду имени того же Притулы. Все пиарятся, все куда ни кинь взглядом. Но этого я вообще не понял. Александр Усик передал свои бойцовские перчатки в поддержку строительства музея Романа Шухевича в Белогорще. Непобедимый украинский боксер, чемпион мира в сверхтяже Александр Усик сделал личный профессиональный донат. Он передал свои бойцовские рукавицы, чтобы разыграть их на благотворительный взнос и, в общем, отстроить музей Шухевича. Все деньги, которые будут собраны с лота, а также дополнительный донат 100 тысяч гривен команда Усика передаст на восстановление музея. Россия атакует только военных, не только военных, а и целится в нашу историю и память. Поэтому важно бороться не только на поле боя, а и в тылу за каждый символ, каждую страницу нашей правды, цитирует издание Усика. Ну, в этот музей прилетел шахед. Порошенко еще об этом рассказывал, я помню, тоже пиарился на этом. И вот Усик говорит, надо бороться за правду, за Шухевича, за память о Шухевиче надо бороться. Поэтому теми перчатками, которыми он бил там кого-то, он передает туда. О, спортсмен! Спортсменище! Вот это вот я понимаю. Хороший парень был Усик. Ну, понятно, что это делают, наверное, за него. Наверное, вот эту историю про то, что надо бороться за нашу память, эта цитата написана без него. Ну, мне так хочется верить, по крайней мере. Потому что человек, который сделал себя сам, который действительно достиг больших результатов в боксе, который претендует на определенную политику, да, политическое, общественное будущее, ну, не может как бы целиться туда, электорально, который защищал Украинскую Православную Церковь, а он именно туда и целится. Именно туда. По одной простой причине. А больше целиться некуда. Электората нет. Только там будет электорат. А те, которые переселенцы, которые русским языком испортили Львов, как говорит Капранов, единственный брат,
своего ушедшего брата. Они будут политически активны, а вот эти будут. Поэтому туда надо устремлять все свои претензии. Ну, если заговорили о спортсменах, то, конечно, ну, такой достаточно яркий эпизод сегодняшнего дня. Спортсмен, который стал символом такой простоты, ну, обычности, одинаковости. Юсуф Дикеч – это турецкий стрелок, который покорил всех на Олимпиаде, потому что он вышел просто в обычных очках для зрения, стал, рука в кармане, отстрелялся и забрал золото. Он в командное золото на Олимпиаде. Он повторил этот успех на чемпионате Европы. 9.7 geldi. Haydi Yusuf Dikeç. 9.8 kurtaracak bizi. Смотрите, просто если сравнить. Этот просто стоит с пистолетом и стреляет. У него нет никаких особых примочек, ни козырьков, ни прицелов дополнительных, ничего. Просто вот это спортсмен, о нем шутят, говорят, просто батю привели пострелять. Ona dahi gerek yok. Evet kazandık. O da İşte ona geldi. gerek yok dedim ama sağ olsun ona attı ve 17-15'le Tecrübesini İlk düelloyu konuşturuyor kabul- Yusuf Dikeç. kazandık. Ну все, вышел и отработал. Проще надо быть. Проще. А он обычный полицейский, там, турецкого города, там, ему там уже 50, около 50 плюс, по-моему, да, 50 лет. Он просто берет и стреляет. И попадает. И вроде и Усик казался таким же, ну, обычным парнем, простым. Но, взлетев туда, он начал меняться, обретая политические вот эти все. А этот спортсмен, видите, как это так хобби, это параллельная его жизнь. Очень просто, обычно, обыкновенно, но качественно делая свою работу, без этих всех понтов, амуниции и всяких там приблуд, можно и нужно добиваться результатов. Вот золотая медаль чемпионата Европы, пожалуйста. Ну и чтобы закончить наш сегодняшний эфир, давайте, собственно, будем подводить итоги голосования. Как обычно, заболтались. Вот снова 3 часа. Будут опять писать в комментариях: Шелест, здрасте, приехали. 3 часа. На вопросы опять не успели времени, так сказать, уделить. Подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Они вот такие. Да, кстати, спасибо большое всем за поддержку. Спасибо Ингрид Вильбаум, что стали спонсором. Оксана Макфадин, спасибо за то, что поддержали. И спасибо за супер стикер Анне Салам. Спасибо большое за то, что поддерживаете неугомонно и безустанно вот, за эти 3-часовые эфиры. Значит, зачем Зеленскому одностороннее перемирие в воздухе? 8% считают, что хочет выборы с наскока, 17 заводы побили, фламинго улетели, то есть урон большой, понимает, что не восполнить, нужна пауза в этом отношении, критически нужна. 28% хитрит ради Трампа и томагавков, то есть основная схема опять запудрить мозги, зацепить. И, ну, собственно, меняет эту точку зрения неспроста. Да, это все ради Трампа. Охомутать и втянуть его в войну. 47% он просто понял, что зимой будет крах. Спасибо большое, друзья, за то, что проголосовали. Спасибо. 19 тысяч голосов мы получили. Спасибо всем за то, что ставите лайки. Пожалуйста, поставьте лайк. Это очень важно. Все-таки, видите, как 3 часа отрубили. Наверное, мы со зрителями пообщаемся, может даже вот в ближайшее время, может даже неожиданно, и пообещаю больше времени уделять именно зрителям. Спасибо большое за то, что, ну вот просто не хочется, чтобы это пошло уже на 4-й час, поэтому колобка и ваши вопросы будем, наверное, отдельно уделять время в другом шуме. Спасибо всем большое. Саша, ему без разницы, что будет с людьми. Да, действительно, Зеленскому без разницы, что будет с людьми. Саша, отследи судьбу Мурчика. Как бы его не совратили, парня спасать надо. Да это пьяные протрезвеют в селе, отпустят.
Где лайки, спрашивает. Вот действительно, где лайки? Надо лайки поставить. Спасибо за денежный труд. Спасибо большое вам за теплые слова, друзья, и за хорошие, добрые комментарии. Все интересуются, изменил ли я там свое там, факты приведи там, по поводу конца войны. Смотрите, Зеленский поплыл этим предложением. Это вот четко видно. Это не хитрость. Если еще 2-3 таких удара, как были прошлой ночью, да еще и с прицелом на запад Украины, ой, друзья мои, будут очень серьезные последствия. Причем удары по экономике, давайте так, я вот в конце скажу, то есть вопросов действительно много, спасибо большое за то, что их пишете, мы в следующий раз больше пройдемся по вашим вопросам, обязательно. Значит, войну остановит и условно, мне так кажется, что войну остановит экономика. Западная в том числе. Когда они будут видеть, что это все слишком дорого, и они проигрывают экономически на Западе, они остановят это вливание. И сейчас все обходится очень малыми суммами. Ну, глобально это очень маленькие суммы. Вот эти поддержки, очень дешевый украинский солдат, очень дешевая украинская смерть. То есть дешевый украинский город, дешевый постсоветский какой-то там объект, да, это все дешево для них. А когда они поймут, что это уже как бы дорого, они это все свернут. И расчет как раз-таки на экономические усилия, там, да, то есть, чтобы Путина прогнуть. А сами они хорошо считают деньги. Они все... И вот эти уроны, которые нанесли, о которых нам не говорят, я уверен, что последствия еще значительно хуже, чем то, что нам рассказали. Нам говорят, это ударили по... Ну, блин, 500, 700, не знаю, там, хорошо, 1000 целей, погибших 5 человек. Это россияне целенаправленно бьют по мирному населению? В эти сказки уже не верят даже в Европе. В эти сказки уже не верят даже самые отбитые и упоротые. Вот такие, это сказки. В смысле, это просто население пряталось. То есть били четко по населению, по объектам гражданской инфраструктуры, погибло 5 человек после такого удара. Не складывается, все больше не складывается. И это все будут очень быстро, я считаю, очень оперативно сворачивать. Внезапно. Все должно и закончиться. Чего всем желаю. Друзья, спасибо большое за сегодняшний вечер. Всем добра и света. Хорошо пошумели.